день. Добрый день. Проверка микрофона. Напишите в чат, как там звук слышно, не слышно. Hört sich ja on an. Ja, da weiß man jetzt nicht so, auf wen setze ich jetzt. Die einen haben jetzt irgendwie mega performt und die anderen halt nicht. Так, Чеканок уже здесь. Музыка не громко. А, у тебя уже стрим, драйвер. Здорово. Я уже начал стрим. Да, привет. Я Настройка. вот да. Как обычно, как OBS у нас делать любит. Сегодня опять не без естественно, 11 минут. Получилось так, что я сейчас только приготовился стартануть, а решил мне обновиться. Да, обновление произошло, но очень хорошее обновление, что теперь ключи не надо вводить с YouTube, который дают. Вот. Просто цепляешь свой аккаунт ютубовский, либо твичевский, либо еще какой-то, и он автоматически, присоединяется к твоей странице или к твоему каналу и воспроизводит. Как бы отличное обновление. Хорошо. Так, меня слышно нормально? Знаешь, не надо вводить. Сейчас прям на секунду отойду. В трансляции сижу, чтобы Да. Музыку убавить, не убавить, что такого нет. Ein bisschen leicht nach hinten gewinkelt neben den Ball, damit ich am Ende nicht einen ganz so weiten Weg habe, um den Ball zu umkreisen. Anderer Vorteil dadurch ist, dass meine Ausholbewegung kürzer wird, weil der Ball automatisch... драйвер, себя прибавляй, 100%. Себя хорошо слышно у тебя в трансляции, а ты как-то глуховат. Да, я вот смотрю, что вроде бы ничего не менялось в последний раз, в принципе. Чату салам, чату здорово. Всем, ребята, Всем огромный так, вот так лучше привет. будет? Секунду. Раз, два, три. Да, она заделает, пока дойдет теперь. Что-то вроде все подвинуть, все же нормально. Что такое? А вот так лучше, может быть. Как-нибудь. Так, ну да, вроде бы здесь должно быть норм по звуку, но посмотрим. Где-то не дублирую. Так, ну что? Wie ich schon am Anfang angerissen hatte, stellt euch sehr weit links hinter die Stange und versucht euer Handgelenk dabei locker zu halten. Der Schuss beim Skier funktioniert nämlich nicht mit Gewalt, das heißt, ich bewege nicht aktiv mein Handgelenk, um den Ball zu schießen. Я звук уже получше? Nutze das Gelenk Получше звук стал. Ну, я чуть добавил, ну, посмотрим. Пока непонятно, но что-то... Я у себя на телефоне включить, посмотреть. Да, я еще слышу тебя, как ты на телефоне трансляцию. Здорово, драйвер. Все, добрый день. Я написал, в принципе, слышно. Надо музыку, наверное, убавить, да? Да, музычку чуть-чуть потише, пускай на фоне будет. Ну, я вот ее уже убавлял. Wenn ihr dann irgendwann einen guten Torsound habt, wie den hier zum Beispiel, Вроде бы не. dann seid ihr soweit und könnt zum nächsten Step übergehen und anfangen, den Ball zu ziehen. Unterteilt jetzt nochmal den Ziel in Ну вот, zwei я такой unterschiedliche Bewegungen, beziehungsweise eigentlich sind включаю OBS, у меня такое обновление и такой, ну, супер. Bewegungen erfolgen eigentlich Я какой-то уже ожидал такой, как ожидаешь нежданчик, и вот он получился, то есть все время Да. какой. Традиция. Ball überholen und mit der Gegenbewegung Настройка стрима во время стрима. Традиция. Да, здесь точно традиция. О, Веном в чате присоединился, молодец. zur Seite befördert. Так, все, кто видит сейчас в данный момент трансляцию, видят заголовок. Ohne diese Bewegung in die Bande rein. Можете себе представить, о чем будет идти речь. Я надеюсь. Oder den Pfosten Я вот первое, что читаю, vorher стрим überholt,
Wir warten Триумф jetzt Тайгер hier это мотоцикл. quasi auf den Тайгер. Ball und Что, gehen dann что, mit dem что ganzen это, что Körper, это за тигр? helfen vielleicht Я auch не Это, знаю, это, тигр. это, in это, diese Gegenbewegung rein und это bleiben мод. eigentlich eher so Мотоцикл, и не den просто мотоцикл, а именно мотоцикл, который в Англии произвели. Wichtig ist, dass О, Gegenbewegung und Так, Schuss zeitgleich секундочку, erfolgen. я еще... Das то есть heißt, английская сборка. Да-да. Но именно, почему я включил именно это? Так, Пурум, Тенге Топ. Я сейчас чат еще сразу все в одном Мгм. этом смотрю. Ага, ну я сейчас в этот раз я не растерялся, еще заодно включить успел, как это называется, Twitch, да? О, Наблюдать на всякий случай за ним. И все это вот попытаемся как-нибудь сейчас так компактненько так сделать. Короче, Триумф Тайгера. Сейчас я его включу. мне только что, вот только-только оповещение, представляешь, пришло о том, что... Что-то запоздало, правда. Мне уже на другие смартфоны, мне уже там говорили, уже пришло там. Мгм. Ну, вот А мне вот так. только-только. Ну это ладно, так, я сейчас еще вот здесь мне придется страницу отдельно открыть. И поскольку обновление было и все, оно сдвинулось, как ты себе можешь представить, да? И я такой Да. включил. Чего? Я так не договаривался с вами. Вы что творите, черти? Вообще да. Да, и получилось так, то, что вещи, которые я знал, что они, допустим, в этом углу, они оказались не в том, где я ожидал, как бы что-то, что такое, вы что творите? Мгм. Мне так Мгм. тут каждый раз, блин, садишься, бросает в жар, да, потому что я как бы не с этим родился, а сейчас только этим всем учимся. Так, ну вот сейчас, секундочку. Что это у нас такое? Нет, не это. Камера вот так вот. Чпокс. А почему камеры не видно? Оба-на. М. Стоять. YouTube. Камера же есть. Ну, почему ее не видно? Вот, видишь? Так что обновили мне, называется. Теперь мне камеру мою не показывают. Прикольно. Ага. Вот она где. Сейчас сделаем. Придется вам еще чуть потерпеть. Так, я уже думаю, мотоцикл ты уже видишь, да? Да. Нет. Не. А, вот. Да. Слушай, ну это какой-то этот. Грязипед, я бы сказал. Это очень-очень хороший мотоцикл, в принципе, по своим этим характеристикам. Плюс еще Так. здесь в данный момент он чем хорош, то что это мод, его сделали, как сейчас вот выйдет же фильм Джеймса Бонда, да? Да. И это как раз таки под него специально вот это сделали, такой эдицион, Джеймс Бонд. Такая черная матовая окраска с логотипами, со всеми делами. И он такой, как туристический, такой тур-эндуро, да, и очень интересная вещь. Ну, напоминает чем-то там перемешка Suzuki, перемешка BMW. Так, как мне надо теперь как-то камеру включить. Теперь придется вам потерпеть чуть-чуть. Ну и, соответственно, почему бы и нет. И вот этот вот, они есть как несколько таких вот марок, которые делают этот, называется Limited Edition. Здесь Ага. это как бы не исключение, потому что вот этот Limited Edition это как бы, ну вот, что редкий случай, то есть если сейчас его выпустят, там определенное количество штук, не больше. В данном случае англичане сказали, будет их 250. Всего. Всего лишь 250. Он, короче, Ничего себе. сам по себе он-то не дешевый, да. Дело Да. в том, то, что... Ой, Веном пишет, я буду слушать и в Тетрис играть. Веном, если что, даже я твою ссылочку поставил в описании на твой канал, если ты заметил. Так что слушай. Получается, тем самым, что они сделали, лимитировать его, да, я думаю, как бы он в цене замерзнет на чуть-чуть. Даже если его потом на вторичке покупать, или он, допустим, будет уже много у него пробега, он все равно будет определенное большое количество денег стоить. Понимаешь? О. То есть у него сейчас в данный момент он как бы уже не дешевый, да? Мгм. А здесь получается у тебя так,
надо вот это вот все раздвинуть, что-то тут не то. Ну да, вот если это лимитированные версии, еще которые под агента 007, я чувствую, там фунтов, Да. фунтов будет столько, сколько во мне веса, плюс еще нулей, как говорится. Да-да. То есть здесь у тебя почему-то камера вообще ничего не транслирует. Здесь получается такая вещь, да. То есть сам мод изначально, он как бы он уже себя показал среди байкеров, да. Ага. Плюс, что в данный момент, как бы, ну, что такое? Настройка видео. Настройка класс. То есть сейчас он как бы такой, ну, класс, там, турундуры, все дела, и, соответственно, он, получается, они просто вот ждали такого момента, ну, как бы, смотри, здесь два в одном. То есть первое это сам Триумф, он как бы уже мотоцикл, который сделан Англией, да, то есть англичанами. У нас Я вот, ну, вообще марк английских мотоциклов и не знаю, американских. Ну вот, да, ну я тебя с ними купили могу познакомить сразу, как. да. То есть вот это вот изначально, да, они уже как бы вот английская марка, все дела. А здесь получается такое дело, они сейчас два зайца встретили сразу. То есть у них первое это мотоцикл с Англии, и второе Джеймс Бонд. Он откуда? С Англии. Вот, видишь, здесь два в одном. То есть у него Джеймс Ну Бонд, да. и они как раз ждали этого момента, все это было подготовлено, соответственно. И то есть выходит сейчас фильм, там кино, все дела, короче, и, соответственно, вот, пожалуйста, тебе свеженький мод, да, как раз. Ну как свеженький, его там доработали, затюнинговали чуть-чуть, и, соответственно, Мгм. вот тебе, да, Ну да. бери и пользуйся. Ну и вот, вот, соответственно, вот как-то вот так получается, они сейчас два в одном сделали, и Да, убили двух зайцев одновременно. да, я И думаю, как бы, реклама знаешь, фильма и реклама мотоцикла. То да, и есть мотоцикл получается, двигает фильм, фильм двигает мотоцикл. да, и они То как есть- бы в данный момент, как бы, они, получается, из-за того, что этот фильм там, да, все, они как бы вот ему еще, через этот фильм еще сделали, как бы, там, рекламу ему, да. Да. То Стандартно. есть вы смотрите, как Джеймс Бонд на нем прыгает. Хотите так же? Да, Вот, типа вот того, у вас потому есть что возможность. были определенные мотики, которые я видел раньше в фильмах, там, BMW, там, еще какие-то там, и вот, соответственно, они как бы этим, как вот реклама вот эта, да, как называют вот эти вот, много кто не понимает, да, кто понимает, они уже знают, ага, если, допустим, какую-то марку они в кино увидят там на экране, да, то есть это вот, это все марка там не просто так, а именно что это в целях рекламы здесь, да, в данный момент. Мгм. Ну и, соответственно, в этом случае у нас тут Триумф оказался. Как бы это тому не исключение, что я до сих пор камеру не могу включить, представляешь? Что за дела такие, а? Что вы делаете со мной, ОБС? Вы меня убиваете. Чего она опять? Камера, ну никак. А ты знаешь, что сделать? Сейчас я тебе скажу. Сейчас прям, сейчас небольшой этот Удалить. момент. Ты камеру удалил? Да. Зря. Поторопился. Тебе надо было, знаешь, что с камерой сделать? Тебе надо было ее деактивировать и активировать заново. А я делал, уже не помогло. Но надо было, значит, может, ее выше поднять. Пробовал, всяко уже. Не работало? Нет. Так, это у нас Ладно, устройство мерзавка, захвата мерзавка. видео. Так, вот, допустим, Мерзавка. я оставлю здесь видео. Так. Стандартное устройство, пользовательское. Так, ну вот, соответственно, вот мотоцикл сейчас они, получается, его там сделали, обновили, для тюнинга в него поставили. Ну, я не думаю большой, но, по крайней мере, в данном моте, как бы, ну, видно, что у него там дуги стоят, защита всякая, колеса на спицах, да, это именно, как сказать, вот это вот для ралли, да. Угу. То есть он будет придуман именно для того, чтобы двигаться в ралли. Ну и, соответственно, Горы, песок, грязь. да, ему это вот ему как бы изначально было, как бы, этот мотоцикл, он может это делать, да. А здесь получается еще такая вот, типа, Джеймс Бонд, все дела, и вот, так, ну где камера-то? Камера, алло, Работает, пожалуйста, камера появись. Появись. Представляешь, Вообще, настолько- да. Ну, как бы обидно чуть-чуть. Надо. Ну как без этого?
Так, ладно. Монитор Ну, как есть, чат есть. Я ее даже, понимаешь, я ее даже здесь в захвате не могу сейчас нигде поймать, ее нету. Так, ну ладно, не будем отвлекаться. Слушай, Э, меня сразу, я вот смотрю на картинку вот этого аппарата, Да, и я смотрю двигло-то под ним. Ого-го, какое. Двигатель-то у него какой. То есть, ну, да. манга здорово. Это Немного. 900 кубиков, в принципе, немного, но тебе как бы хватит абсолютно для передвижения по определенной местности, да. И вот сейчас Ну, передвигаю 900 тебе, у него определенный есть специальный, вот сейчас мышка здесь видишь, нет, вот так курсором двигаю. Специальные такие, отдельный свет еще. Специально ему сделали переднее крыло. ага. Вот, надеюсь, сейчас уже видно. Так, во как. То есть у него здесь еще видишь, так вот, в левом, справа, слева вот эти дополнительный как бы свет. Раньше Bond там, Edition. да, и вот у него даже когда, смотри, в кокпит включаешь зажигание, да, такой монитор, и прям 007, как в кино вот это начинается. Прям такой подход прям они себе нашли. Прям, Слушай, да. ну адреналин, ну это прибавляет уже в крови, да, планку, то есть ты себе ставишь. То есть Да, ты но прям это опять включаешь же, да, после это планочки, как такой бы, раз, всё, я агент. да, я просто, ну как сказать, тут я думаю, просто знаешь, как сказать, ну, его тоже не сможет, я думаю, каждый просто себе взять, там, купить, ну, как бы он стоит, это будет не дешево. Но найдутся люди, которые все-таки это оценят, и, соответственно, только захват видео. Цена пока еще неизвестна, да? Цена я еще здесь не видел. Если я сейчас цену где-то найду, хотя приблизительно, я расскажу об этом, конечно же. Но я думаю, в районе 20 не меньше. То есть, 20 тысяч фунтов стерлингов. думаю, да. Потому что они как бы уже и так не дешевые. А здесь получается еще такая вот штучка, да. Ну, Классно. что у 007 уже, конечно, да, там к ценнику-то прибавляет. Как думаешь, 20 тысяч, ну, 20 тысяч фунтов стерлингов, он, ну, то есть ты его купишь, и ну, действительно он будет выполнять свои, как бы, обязанности. Ну, Да, то я есть, не в гору сомневаюсь. въехать, Да. грязь пахать. То есть он сможет это, или это просто такой пиар-ход, который Нет, ты просто он- купишь, и это он- окажется Он все-таки для этого его тестирует в определенных условиях, да, и он как бы для этого предрасположен. Я в этом не сомневаюсь. То есть ты не сомневаешься? Нет, что у это меня просто хороший пример, коллега на работе, и он, соответственно, он такие вещи, он проездил, сколько он мне последний раз рассказывал, он считал свои все мотоциклы при мне, и у него триумфов вот этих было, я сейчас точно не помню, 5-6 штук таких, только он разных были, спортивный был такой, потом он взял такой же, у него был такой же Тайгер, только побольше мощность двигателя. И он проезжал на них, то есть вплоть до 100 тысяч километров на мотоцикле. Охренеть. И у него, представляешь, Охренеть. он наездил на нем 100 тысяч, и он выглядел так же чистенько, как этот. Сейчас у него, он сейчас вот только вот в том году он пересел на BMW Гусь, а до этого у него были Триумф, разные абсолютно мотики. У него был туристический мотоцикл, на нем наездил 100. У него до этого был спортивный, когда это еще я его только узнал первый раз. Вот тогда он как бы помоложе был, да. Сейчас как бы он уже дело к пенсии подходит, спина не дает, и он как бы, ну, крупных габаритов, и тяжело. И теперь он, потом он в последнее время он на Тайгере ездил, потому что на нем сидишь ровно, удобно. Ну и вот получается такие вот дела, то что все, вот он говорит, ну как бы класс, да, он, все удивлялись, он его там еще и продавал, сдавал, и то есть там в залог давал в этот мотосалон, да, брал себе новый мотоцикл, ну ни у кого вообще проблем с этим не было, что там он такой, я думаю, нифига себе, как так, за столько То есть денег, он говорит. техника оправдывает свои средства и Да, ну это ожидания. видишь, здесь просто в данный момент связано с тем, то, что как бы за этим надо следить, и, соответственно, он за ним следил, и это у него мотоцикл выглядел после столько тысяч километров, как, я не знаю, ну то есть там вообще придраться не к чему, да, как бы у него мод выглядел абсолютно адекватно, там не было такого, что он там выглядит как-то непристойно, убито или покорябано, там он за ним следил, прям, я не знаю, да, некоторые за машиной за своей так не следят, как он за мотоциклом. Обалдеть. Ну, то есть, соответственно, Шикарно. я говорю, я видел мотоцикл этот у него, я такой, ну, знаешь,
как бы, когда его первый раз видишь, думаешь, ну, что там, как бы, что может быть там такого особенного, или там, я никогда бы даже себе, знаешь, у меня мыслей не было в голове, что у него мототехника столько проехала километров. Обалдеть. Ни один раз такого не было. Как бы, звук нормальный, да? Да-да-да. О, Манго, здорово, Веном. Я в чат чуть-чуть из виду выпустил, сорян, я сейчас исправлюсь. Всем привет. То есть человек реально смотрит за техникой, и она у него до того классно сохраняется. Я говорю, вот если бы, знаешь, если бы мне не сказали, сколько у него реальный пробег, или я бы не видел у него вот этот тахометр, спидометр, да, то есть я бы никогда бы в жизни себе не мог представить, что у него там он 100 тысяч прошел. Я когда этот видел мотоцикл вживую, да, у меня даже ни малейшего представления не было о том, что может мотоцикл проехать 100 тысяч километров и выглядеть так шикарно, да. Он на нем делал все сервисы, все делал, все четко, все как бы как положено, да. Я как бы тоже за этим смотрю. Но я имею в виду, у меня были до этого старые мотоциклы, очень старые, я брал уже, которым было там по 15, по 16 лет. А этот как бы берет, он мотоцикл, там возьмет ему там год-два, и он на нем 10 лет ездит, понимаешь, и потом он через 10 лет выглядит так же, как он ему было как будто 2 года, да, то есть он за 10 лет у него там царапин, там ничего не добавит. Да, он, конечно, на нем, у него были, вот последний Тур-Эндуро был, он, конечно, так по грязи не гоняет, как некоторые. Я вот смотрю, он там некоторые там в Африку гоняют, там, или там где-нибудь в Испании, или по грязи здесь, да, у нас тут по полям. Офигеть. Все, и даже если ты будешь, они для этого сделаны, да, специально. А этот, Мгм. получается, в данный момент, то есть в данном случае у тебя мод, где как бы у тебя сразу есть защита есть. То есть большинство мотоциклов тебе надо покупать, даже Тур Эндуро, они просто пластик, как бы, и все, да. Тебе вот эти надо дуги самому все брать. А здесь уже Оу. тюнинг как бы постарались, да, и я думаю, соответственно, это и ударит по цене. То Теперь есть мою камеру доп. Опция. камеру теперь видишь, да, теперь? Да-да-да, все заработало. Вижу тебя. Все, видишь, я во время отремонтировал, так что спасибо за Ну, нормально. понимание, терпите, да. Ну вот, я теперь, мне ж надо столько окошек, наверное, за раз никогда не открывал в компьютере. За всем теперь надо сразу следить. Так, сейчас я хотел пару фоток показать. И, то есть у него уже изначально классный стоит, ну как классный, у него уже изначально не, как бы сказать, не серийный глушитель, вот этот вот, да, а именно уже у него стоит от фирмы Arrow, то есть уже карбоновая там крышечка, там все дела, он уже, Ничего себе. получается, вот этот глушитель, он уже с нержавейки сделанный, да, то есть он, дождь, грязь для него вообще проблем не будет, то есть ничего ржаветь не будет никогда. То есть нержавеющей стали, вот это как, ну, у меня, в принципе, тоже с нержавейки, да, просто что оригинальные, они все тяжелее, как бы по весу. Мгм. А вот здесь он получается, как бы он полегче. Ну и, соответственно, это все же вес. Тебе же там каждый килограмм, как бы на счету, да? Тебе, то есть, Да, ты когда на мотоцикл... мощность сказывается. Да, ты же когда мотоцикл, допустим, покупаешь, у тебя, как это называется, тебе определенно стоит для загрузки, как бы, у тебя стоит, ага, здесь там, допустим, тебе вот можно грузить, у тебя мотоцикл, допустим, весит 200 килограмм или там 230, тебе на него можно грузить 100, допустим, отдельно. А если как бы у тебя там вес там другой чуть, там, ну, поболее, ну и это все, чтобы потом ты мог бы с собой больше взять в путь. Это как бы тебе потом скажет, то есть каждый килограмм плюс-минус, ну, как бы нужно, да. То есть если ты вот такой будешь Конечно. заядлый Конечно. такой Где-то турист, воды взять, где-то что-то еще, а тут у тебя плюсом, и ты такой, блин, не литр воды взять, а, к примеру, уже 0,5, да, и ты потом так едешь, и тебя так немножечко уже в дороге, ты чувствуешь, и мотоцикл, что он тяжеловат. да, Это, конечно, каждый килограммчик-то надо... Чтобы это сказывается на управлении, потому что если мотоцикл тяжелый, его надо как-то положить, и, допустим, в поворот, да, его надо закладывать, потом его надо поднять из этого поворота, вытащить, да, вот, и как бы, да, килограммы чувствуются, а тем более, если это, как сказать-то, пересеченная местность, то там вообще как бы ты должен контролировать как бы полностью, да, мотоцикл, то есть ты, да, у тебя же грязь, он нестабилен у тебя, ты должен его держать, иначе он тебя просто, ну, он у тебя ускачет от тебя. да. Вот я вот таким бытовым языком буду говорить, как бы, как я понимаю именно это, Ну, вот, все правильно потому что, ну понимаешь, да. оно
В принципе, так оно и работает, потому что это как бы каждый лишний килограмм, который у тебя уже есть с завода, то есть это уже будет тебе минус килограмм при загрузке в далекое путешествие. Да, да, да. Все, Тем и более больше, это грязь, это да, надо потому что-то где-то что отмыться, тебе, где-то какая-то... тебе надо как бы изначально, допустим, я вот смотрел у нас один байкер, как-то видео смотрел, я тебе как-нибудь пришлю, если тебе скучно будет. Мгм. То есть он сделал путешествие, он поехал с Германии до Алтая на мотоцикле, представляешь? С Германии до Алтая. Да, и, то есть он туда-назад съездил, там что-то было в районе 15 тысяч километров. Это, Вообще, представляешь, сколько он проехал на моте? И, то есть ему вообще надо было просто. там загрузка, все дела, короче. И В вот, дорогу. соответственно, вот это вот, там как бы надо тебе смотреть, да, он же тоже там с собой вещи брал, там в дороге может все случиться, да, и вот такие вот дела. Ну и вот, как бы вот посмотришь такое, думаешь, ничего себе, да, ну, я посмотрел, как он там оборудовался, неплохо оборудовался, да, и, я имею в виду, это как бы надо тоже, ну, продумывать все вот эти, Продумывать, все конечно, та ходы, же самая ты не, аптечка, бинты, ну, в дорога есть дорога. То есть ты да, должен быть ко всему готов. Потому да, что ты с ты, бухты-барахты то не есть можешь это делать. рассчитывать на кого-то, как бы, ну, надо рассчитывать на кого-то, но как бы только на какого-то постороннего человека, так ты предоставлен сам себе. Ты и дорога. Вот и все, как бы. Ты Да, 15 тысяч километров, ты сам с собой. в том-то и Как бы дело. здесь надо Представляешь, быть готовым к любой ситуации. Конечно. Там, 15 одной тысяч. банковской карточкой ты не обойдешься. Просто Ну да, это у нас, могут быть такие промежутки моменты, где не будет заправки, тем более где в не будет России. магазина, и вот ты как бы только ты и дорога, все. Хорошо, когда ты проложил себе маршрут, да, и ты вот его придерживаешься, едешь, а там, может быть, где-то перекрыто, где-то какая-то авария, где-то что-то еще, и вот здесь надо, конечно, готовиться. И да, это правильно говоришь, что каждый килограмм надо прям высчитывать, особенно в такой, ну, я бы сказал, знаешь, 15 тысяч километров у нас, по-моему, по экватору, по-моему, всего 36 что ли, тысяч километров или сколько. Ну, что-то такое, сейчас врать не буду, могу что-нибудь напутать, но, в общем, почти половины экватора, если по моим подсчетам, как бы, да, может быть, я не прав. Но это пол экватора он проехал. Это Да, но у обалдеть. него получается, то есть вот там же Германия, Польша, Белоруссия, пока доедем, да, то есть тебе ж здесь до Москвы ехать нам где-то 2000 с копейкой, да, Мгм. Да. соответственно, до Алтая где-то что-то 6 с лишним. Ну, пока если ты едешь там не совсем там такими дорогами, да, надо что-то другое еще посмотреть по пути. Прикольно. Конечно, И вот, конечно. вот именно вот эти мотоциклы, да, они будут стоить денег, но если такое взять, допустим, и поехать в путешествие, то есть тебе не надо будет переживать, что он у тебя где-нибудь развалится в дороге, прям в хлам какой-то. Это не какой-нибудь там китайский самокат. Его снабдили обалденной резиной, именно прям которая для путешествия, Мгм. мишленовская, да, вот эта, которая Да прям ладно. грязи не боится, да. Вау. Специально у него уже Anakin White Offroad, специальная резина именно для оффроад, то есть там грязь, там щебенка будет, он будет по нему ехать, как по асфальту, да, это вообще То нет. есть на нем можно не только прокладывать маршрут по дороге, а можно по прямой. То есть неважно, Да, там для овраг него, в будет. принципе, да, для него, в принципе, нет преград, ну, как в плане того, что бездорожье. Он сделан для бездорожья, то есть он сейчас выглядит такой новенький, шикарный. Я могу себе представить вполне, что у нас возьмут люди такой мод, купят его и поедут в Африку или там в Хорватию, где-нибудь там, я не знаю. Это довольно-таки нормальная практика, да? Шикарно. Супер вообще. Веном отошел, стрим оставлю. Ну, благодарю, оставляю, все нормально. Пишите пожелания, здоровайтесь, общайтесь, чат для того и есть. Да. Тормозами снабдили Brembo. Brembo это вот как раз таки та тема, которая прям ну, мне нравится. Brembo это состав Brembo это надежность. Все. О, То как. есть Brembo тормоза это, если у тебя на мотоцикле Brembo тормоза стоят, это уже 40-50% твоего мото, да, потому что И мотор-то одно. уверенность. Уверенность. Да, я бы сказал, ну, да? Brembo это, у меня один скутер у меня был, у меня стояли на нем тормоза Brembo, это вообще что-то, да, то есть даже на скутерах есть такое. Обалдеть. Они изначально эти с завода дорогие вещи, но когда ты берешь такую дорогую вещь, она тебе долговечная, да, то есть тебе
проблем не будет, что у тебя там в течение 10 лет там что-то надо будет ремонтировать, какую-то нежданчик, такого нет. Вообще Слушай, классно. ну, если за качество ты прям так держишься, то это, Да значит, лучше, да, оно так и я, есть. знаешь, такая русская есть такая штучка такая, скупой платит дважды, да. Да, а К продолжение, сожалению, знаешь, этой поговорки? скупые понимают это в последний момент, и даже если они знают, что они не правы, они все равно будут стоять на своем, покупать хлам какой-нибудь дешевый, и это в конце концов приведет к тому, что ты будешь 3 раза покупать дешевый мусор, но лучше бы ты один раз взял дорогую, и она бы тебе вышла еще дешевле, чем 3 раза дешевщина, да? Да, Надо да, просто да. с математикой дружить и понимать, что, ну, я тоже пару раз брал дешевые вещи, теперь все это перестал, вот теперь лучше я 2-3 месяца поэкономлю, зато один раз взял, и я могу пользоваться вещью там 2-3 года, а то и 10 лет, да, и все. Качество оно Ну, есть, как бы, ну да, да, мы не настолько богаты, чтобы как бы покупать дешевое. То есть каждый раз покупать дешевое, вот это купил дешевое, Вот, оно вот, сломалось, опять купил вот это дешевое. люди большинство и не понимают, когда они такие, я здесь дешевле возьму, там, сэкономлю, Да, тыры-пыры. И да, а они вот потом, они этой экономия сами себя заталкивают туда, что они потом еще берут еще 2 раза вот эту дешевую вещь. Потому да, что 2, 3, 4 раза она с берут и первого раза берут и никого не берут. спасет. Соответственно, это все приводит к тому, что они оказываются в минусе. Да, причем в глубоком таком. Да. Причем в глубоком минусе. И это к чему приводит? К тому, что вот, пожалуйста, вам, да, скрыть микрофон, скрыть. Вот так. Так, скушиватель, здорово. Здорово, Оба-на. скушиватель. Ух ты! Ой, сколько смайликов поставил. У меня чат прям такой, туду, само Само написалось. приписал. Скушиватель, ты уже 279 уровня. Я тебя поздравляю. Мне кажется, раньше меньше было, ну ладно. Меньше уже поел народу поел. Вот. Молодец. Ты, Людоед, блин, людоед. да, можешь и в Дискорд, если хочешь приходить. Привет, привет тебе, привет. Большое спасибо, что принимаешь участие в трансляции. Показываем тут Да, ребят, мотоцикл, спасибо вам который, огромное. мод показываем, который именно выходит под фильм Джеймса Бонда. И, ну, он прикольный. Мне как бы английские вот эти вот техника так не все нравится, не все. Они по красоте, да, но вот именно... А здесь такое вот... Я бы себе даже мог представить на таком покататься, да, и не один день. Реально. Потому что вещь интересная. Кстати, спрашивал ты про цену. Да, Я сейчас докрутился до того, что я вижу, сколько он будет стоить. так. Ну-ка в чате напиши, сколько будет стоить, по-твоему, он в еврох. А я тебе напишу в Евро? тенге. Я тебе напишу в тенге. Ты же Так, помнишь ну наш этот самый, да, тенге топ? тенге топ, это по Все, у факту. нас что-то произошло неделю-полторы назад в Дискорде. Теперь у нас валюта такая внутридискордная тенге. Да, все в тенге. Да. Как ты думаешь, сколько будет в еврох стоить этот мод? Я сейчас примерно видел. 007, бренд. В общем, это англичанин. Я так рассуждаю. Можно вслух, да, немножечко? Да, Это конечно, нет, это ничего особенного. Ну как, это абсолютно нормально. 900 кубиков. Это грязепед, который может ездить по проселочным дорогам. Да. Это адреналин. Со всеми Это- ништяками. Да, это удобство, комфорт. Это, как ты говоришь, дуги, обвесы. Вот это вот все уже брать не надо, все стоит. Это какой-то там экран, да, когда ты его включаешь, вот там 007 тебе горит, то есть ты сразу такой сел, фига, я агент, я Бонд, чё, здравствуйте, меня зовут Бонд. А вот, то есть как бы адреналин у тебя сразу в крови поднимается, да, ты его Да. заводишь, у тебя еще и, как его, глушитель, да, из этих материалов хороших сделан, то есть он легенький, он шустренький, он еще проходимый, с хорошей резиной, с офигевшими тормозами, как я понял, а тормоза как бы это безопасность твоя Да, прежде да. всего. Вот. Ну, как ты говорил, что 20 тысяч фунтов стерлингов, да? Я думаю, где-то вот просто, мне кажется, наклейку 007 я бы, наверное, еще, ну, если бы располагал такими средствами, ну и, наверное, знаешь, так 007 это бренд, вот, как бы и мотоцикл, в принципе, оснащен не так уж и дурно, не дурно, я бы сказал, он оснащен, вот. То есть получается где-то в районе, я думаю, 23-24 тысяч фунтов стерлингов. Ну вот где-то, да, в этом радиусе, наверное. Где-то Ну, 20-24 тысячи евро или фунтов? фунтов. Ну, чуть дешевле. 24 тысячи фунтов, это было бы даже для нас дорого. То есть даже немцы бы сомневались, лучше бы купили BMW.
Это я тебе сразу так на будущее. Хотя BMW стоит тоже Да. не дешево. Этот Да. мод, если он придет на следующий год к нам, здесь обещают примерно с вот этим обвесом всем 20 600 евро. 20 600 евро. Да. Оу. Во-первых, Оу. это не литр, это 900 кубиков. Тут сразу 100 кубиков, они четко... Ой, Веном тенге топ. Веном, мы с тобой согласны. Чеканок тоже согласен. Это тоже не маленькая сумма, но кто на мото больше передвигается, чем на авто и любит путешествия, я думаю, он его оценит. То есть это прям вот. Слушай, ну 18, да? Или сколько ты сказал еще раз? Повтори. 2600 с тюнингом. То есть у него здесь официально стоит James Bond Edition в Германии. Вот внизу здесь я сейчас вот, то есть мышкой вожу. 18450 плюс дополнение. В этом случае дополнение вываливается в 2 с лишним тысячи евро. И то есть в районе там 20,5 тысяч евро. Его как бы в принципе... Да, если 20,5 тысяч евро, это где-то, может, 19 тысяч фунтов, я не знаю, там же фунт у него уже курс лучше чуть-чуть, да. Да, получше, да. Скушиватель Слушай, пишет, крутой мотик. Скушиватель, да, мотик крутой даже для меня. Ну, как бы, у меня тоже мотик нормальный, но это такой мотик, как бы, для своей ниши, то есть для путешественников, для всего. Выглядит бомбически, я не знаю, если повезет, у нас Триумф есть недалеко, мы как тем следующий год, если он выйдет, надо будет туда просто съездить, включить камеру, спросить, может записать что-нибудь с ним. Ну, в Прокатиться, принципе, наверное, да. так быстро не дадут, но хотя бы его так посмотреть, его вживую, прям пощупать его. Потому что вещи определенные, вот так потрогать всего, там, да, ты сразу чувствуешь, ага, ну, качество там, да, там, дорого было это сделано, да, там, или нет. Как бы старались люди или нет. То есть на фотографиях-то можно все сделать красиво, да, Photoshop есть уже давно. Но он, в Ну, принципе, да. этот, сейчас мы на фотографиях видим, это уже не дизайн-проект, не что-то такое, это именно мод, который, в принципе, уже готов. Вот это главное. То есть мод, допустим, ну, есть, допустим, как вот мы смотрели последний раз от Теслы, да, вот эту вот штучку. Это же было все как бы проект, там, дизайн, там, недоделано все. А в данном случае мы смотрим именно мод, который уже готов. Это фотография полноценного мотоцикла. Садись и едь, да. Ну, да. И вот как бы. это, в принципе, главное. То есть, когда люди тебе показывают мотоцикл, который уже готов, то есть он уже, как бы, он не то чтобы проектировался, у него, по сути, возьмешь Тайгер, который 2 года назад выпустили с завода, здесь просто его, как бы, доработали, да. И, соответственно, зачем, как мне один человек говорил, зачем переделывать колесо, его уже сделали до нас колесо, да, наш Да, не круглый. придумывайте велосипед. Да, и, соответственно, здесь как бы просто что они вот добавили вот этих вот защит, добавили там спортивный выхлоп, добавили вот этот Aero. Он, видишь, он, во-первых, этот выхлоп спортивный, во-вторых, он еще и вес. Это очень большой фактор в туризме, да. Да. Что мне нравится вот этих вот, вот окраска егошня, допустим, черный матовый цвет. Она Черный как раз матовый, да, для прям царапин, очень во-первых, вот это вот царапины, все. Если ты возьмешь какой-нибудь лаком, там 3 слоя лака накрасишь, оно, конечно, красиво выглядит. Но мотоцикл, который должен ездить грязь под себя Грязь, откидывать, камни, он как бы, песок. зачем ему там красивый блестящий лак металлик? Он ему там не нужен. А вот именно Нет, не вот это нужен, вот тут здесь наоборот. тебе нужны колеса, нужна твоя подвеска ходовая, защита мотора нужна, тормоза там иногда можно понажимать. Все. Иногда. То есть у него, смотри, мне вот чего нравится, у него дорожный просвет такой классный. Я могу себе О, да. на нем, да. в принципе, вот так вот, знаешь, ты на нем сел и по полю так едешь, вообще там яма, не яма, как бы просто будет на нем по кайфу. То есть этот сделанный мод точно не для асфальта. Кто его будет на нем ездить по асфальту, он что-то неправильно сделал в своей жизни. Ну да, он неправильно живет, можно сказать. Не, он даже. как бы, вот, да, он что-то не подумал, что он Зачем? там сделал. Непонятно мне, да, этот выбор их. Ну, есть у нас такие специалисты, которые возьмут какой-нибудь спортивный байк и ездить по городу, знаешь. А спортбайк по городу ездить, это, знаешь, равносильно, что я сейчас возьму себе Феррари, буду ездить 2 километра за булочками. Зачем? Непонятно. Это вообще, ну, как бы... Спортбайк, он, ну, там, я не знаю, автобан, как это минимум. А спортбайки, по идее, надо закладывать, там, повороты, как гоночный трек. Вот. У нас, к сожалению, с гоночными треками чуть-чуть тяжеловато, дороговато. Ну, есть такие специалисты, которые вот двигаются по городу на спортухе.
непонятно. Супер. Вообще супер. Ну да, конечно, купить себе спортбайк и поехать на нем по полю. Ну что это такое вообще? Или купить вот этот Всякие грязепед, есть, да, всякие есть. и, 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 и поехать в нем, ну, по асфальту. Зачем вообще? Ну Да, что я это? Ну, вот наоборот, для экстрима. познакомился, да-да, я познакомился вот в этом году, в июле с одним человеком, тоже он, тоже из бывшего Советского Союза, когда там Мгм. родился, теперь вот здесь он много лет живет. У него 2 мотоцикла. Ну, и он путешествует, вот прям как вот дикарем садится на мод, палатка, все дела, и поехал, да. И я Да, просто красота. обалдел. Красота. Ну, У него, красота. он, знаешь, они где только не спали, они там в Черногории туда ездили на мотоцикле, прям вообще, у него там такие вещи происходили в дороге, он это рассказывает, у него вот такое, знаешь, вот излияние такое, в глазах видишь, глаза искры сыпятся от радости, да. Он столько Да. всего, он кайфанул, он показывал на телефоне, такие фотки видел. Вот этот мототурист, а не вот эти, которые по магистрали 200 летят, такие, типа, я гоняю. Я гоняю. А чё толк? Ну, Не, я ничего. пару раз тоже выезжал, не спорю, но все это уже, Не, все это, иногда изредка, конечно, все это хочется отгорело, дать под попу, пропало. как говорится, и оторви башка, ручку Да, выкрутил, и надо. ты вот дорога, и ты кайфанул от этого, да? Надо было Но поначалу попробовать просто, как бы в начале этого всего, да. Когда мод первый пошел, надо было как первый мотоцикл покупаешь, как и машину. Первым делом, что ты делаешь? Берешь, выезжаешь на магистраль, а сколько же он едет? Вот. Вот да, это чисто вот, любопытно. А ну-ка, тапочку положить. да, это первое, что у тебя есть там в голове, допустим. А сколько он прет? Ну, летит мотоцикл. И, соответственно, началось вот это все. Музыка играет там вообще, нет? Я не слышу чуть музыку. Погоди. Могу добавить. Я думал так, просто чтобы она была там на заднем фоне. Ну, не слышно, но зато у нас хорошо слышно. Да, нет, я так я аккуратненько вот с этим плеером, блин, тяжело сейчас. Секундочку. Ну и то есть это все отгорело. И, соответственно, мне теперь это как бы не важно. Сейчас больше вот туризм. И я хочу как-нибудь с этим человеком прокатиться. Но вот в этом году пока еще у меня, к сожалению, возможности не было. Свои причины на это есть. Мы с ним, слава богу, обменялись номерами. У него один байк спорт, тоже как раз таки Триумф. Я его хотел бы посмотреть, он его покупал тоже там чуть не новый, он на нем уже где только не был. И второй себе байк он купил от Honda, который вообще на коробке автомат. И вот он выглядит почти так же, как вот этот, тоже такой турист, все, я просто обалдел. Да, то есть Honda как бы, ну, мне раньше нравились Honda, там, автомобили, там, скутеры. До сих пор еще их ценю, если мне, допустим, денег дали, сказали скутеры купить какой-нибудь хороший, я бы себе купил бы Honda, да, потому что ты его купил, ездишь и не паришься, что он тебе завтра сломается, знаешь. А здесь, получается, он купил вот этот мотоцикл, но я как бы скептично на них всегда смотрел, как бы автомат, а это для меня автомат, это, ну, я для этого и покупал и мотоцикл, чтобы переключаться самому. Но Да, вот это они, есть такой эффект, когда ты сам ручку раз, по тахометру чик, щелкай ее. Все, да. пошел дальше. Ну, это, Поднялся. у меня в Да? этом какой-то свой определенный кайф есть, большинство есть. Эстетика, Да, эстетика. пару людей, которые я видел, которые сказали, типа, привыкаешь, потому что тебе не надо, и классно, они кайфуют, ездят, они радостные, все. Я не спорю, я, может, когда-нибудь его тоже до этого дойду, потому что все у нас в эту сторону идет. Honda это попробовала, рискнула, и теперь это просто у них прет. У нас Ай. этих мотов сейчас они хорошие, ну как, они себя показали с той стороны, что они тоже могут лететь и не ломаться. Мгм. И как бы качественный, да, и там даже они также грязи не боятся, потому что он тоже такой тур-эндуро, и он приехал на нем тоже там дуги, там что-то здесь царапнул, там царапнул, ездил на нем там везде. Это просто вообще, я говорю, блин, Вопрос в чате. я смотрю, да, сейчас я договорю, конечно, я не буду прерывать. Да-да-да. Если я прервусь, потом все забуду. Ну и Я понял, соответственно, извини. да, и соответственно, это такое дело, я говорю, вот с ним как-нибудь надо будет выехать, ну это, соответственно, если я с ним когда-нибудь выйду, в дальнейшем будущем это будет на ютубе, по-любому. Вообще, Тем более, что у него правильно. два мото, и он такой, знаешь, человек такой безотказный, я говорю, блин, давай, может, там что-нибудь видос напишем, он такой, да, давай, что, я работаю, он работает, знаешь, но мы скоро сойдемся, ты это точно увидишь, и это будет прикольно. Я думаю, да, это будет очень прикольно, потому что я люблю туризм, но я так не туризмом не занимался, мото, как он. Ну, на это свои причины есть, ты примерно их знаешь, я сейчас не буду это на всех говорить.
Так, Веном. А ты рассматривал мотоцикл от Yamaha? Веном рассматривал. Даже первый рассматривал. Это был спортбайк R6, 600 кубиков. Когда я покупал себе второй мотоцикл, это был, у меня был первый Suzuki, второй я хотел купить Yamaha. И еще один у меня был Yamaha знакомый, у знакомого Phaser, тоже 600, но на нем сидеть уже было поровнее. В этом плане, да, я думал, сейчас в данный момент Yamaha мне не так стали сильно нравиться, как вот те именно года, потому что они еще начали почему-то строить вот эти трехцилиндровые мопеды, и 3 цилиндра как бы я не хочу. Ну, то есть я хочу оставаться, пока это есть возможность, на 4-цилиндровом мотоцикле, да. Потому что это Мгм. все-таки свой определенный звук, да, своя определенная мощь. Двухцилиндровые у нас есть тоже мощные, трехцилиндровые мощные, но 3 цилиндра у них с выхлопом чуть-чуть не то. То есть это не то, как ты там не крути. 4 цилиндра есть 4 цилиндра. Все. Ну да, 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 Из-за да. этого я вот нашел, недавно у меня знакомый искал мод, я ему помогал в этом на немецких сайтах, там все, мы нашли, даже он там новый есть. Yamaha у нас по неизвестным причинам начала цены такие подрывать здесь, просто жесть какая-то, да. И я такой, ничего себе, да. И у меня как бы Kawasaki, как бы, ну, тоже качеством-то намного мне так даже лучше, да, и думаю, ничего себе, как так? И, соответственно, ну, дороговато, как бы и за 3 цилиндра платить 6-7 тысяч евро больше, и я что-то не понял этого дела. Они по качеству норм или так себе? Не, по качеству как бы норм. И просто у меня определенные как бы вкусовые качества, которые я не совсем схожусь с Yamaha, и, соответственно, если бы я Ямаху что-нибудь купил, может быть, в данный момент, только если вторым номером. Вот так. А, то есть у тебя на первом Не, на первом, стоит. пока это будет, который сейчас есть, я не могу теперь от него так быстро отказаться, потому что все-таки, когда его заводишь, все меняется, да, вокруг. Сам понимаешь, ты же его уже видел не раз уже в Ютубе, да. Ну, как бы, Да. Ты прям с ним как родный, как вот. Мне нравится, как ты да, так с ним раз на нем, знаешь, так чик-чик, вы как одно целое. Жопу. будет Вот когда ты больше. закладываешь, и очень прикольно как бы смотрится, так прям, Но тебе блин, так вот. надо делать, ты должен его чувствовать. Если ты его не будешь чувствовать, один человек хороший, который, к сожалению, больше не среди нас, он так и говорил. То есть, когда ты командуешь мотоциклом, ты им управляешь, это хорошо. Страшно будет, когда начнет управлять мотоцикл тобой. Да, там уже все, контроль теряешь. Как Да, теряется если, контроль, если, и если, все. допустим, ты возьмешь чересчур мощный мотоцикл, который ты не можешь удержать, не можешь контролировать его, тогда это будет фатально исходиться. Да, здесь уже, да, ребят, Это как тут бы даже добавить бери нечего. ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе, как бы. Да, да. Ну вот, ну да, ну ты смотри, допустим, ты вот 2 кирпича можешь утащить, опять тебе уже тяжело. А зачем на тебе жопу рвать-то? Ну да, сходи 2 раза. Да, сходи два раза, 2,5, как повезет, да. Да. Так, Хочешь 5 раз сходи. да, ну вот на такой нотке вот так вот мы 007 я так оставлю. Подожди, еще один вопрос. Вот это вот прям вот этого британца, вот эта британская фирма, как ты сказала, она называется? Триумф. Мотоциклов. Кто Показа- производитель? Это Thunder или как? Нет, Триумф. Триумф. Вот. Слушай, они давно на рынке? Да, конечно. Они То есть историю, они уже, то у есть них это британский историческая. бренд. Я же тебе постоянно раз говорил, на драйве гараж зайди, посмотри, у меня музейные вот эти клипы смотрел, нет? Какая там Давно, дружище, Да. как-то, ну, знаешь, Сейчас я каждый тебе день что-то новое. секундочку, сейчас мы сделаем это все. Давай посмотрим. Сейчас я тебе скажу точно. Секундочку. Я потому что их историю как бы сильно не помню, но сейчас я тебе так вот. Они как бы, ё-моё, что такое здесь? Что-то я нажал тут. Жесть. Тебе прям именно историю, да? Ну Они да, как очень бы вот. давно, они начали это все дело с низов, как и Мерседес. То есть они чуть позже начали делать мотоцикл, чуть позже Мерседеса. А точнее, угадай, в каком году началась у них история? Ну-ка в чат быстренько напиши год. Так, год в чат. Сейчас. Просто вот ради интереса. Ну, допустим, 1899. Нет, 1900. Давай 14. Нет. Да, почему нет-то? 1914 год напишу.
хотя какие там двигатели внутреннего сгорания в 914 году? Я тебе написал, смотри. А ну, В этом сейчас. году началась история. 1887 год? Да. Ебать. В этом году как бы началась их история. Как вот Мерседесы что же там начали, 1800-х там, да. Есть много марок, которые они в то время начинали вот это свое движение, свою историю. И, в принципе, Триумф в этом не исключение. Я видел вот эти вот музейные экспонаты, это что-то. И в 10-м они как бы сделали вот эту вот технологию ихнюю, где вот свободного двигателя, да, который там не подвешен, как у всех, там как-то где-то прикручен. И, соответственно, и начали этим дальше заниматься. А именно как бы с 1887 года компания Cycles Co, Triumph Cycles Co, то есть вот эти вот как Триумф колес там, да, и компания, они Coventry в Англии сделали, они начали с велосипедов, как и все мотоциклы, да, как бы все вот эти вот производители двухколесной техники, они начали также с мото, ну и, соответственно, вот к чему это привело, да, то есть сейчас спроси любого турендура, кто занимается туризмом на мото, насчет Триумфа, и тебе все скажут, что такое Триумф и с чем это едят, да. То есть Слушай, это супер. то есть это у нас, как бы здесь, они и в России, я знаю, ну, если человек, ну, там просто постареть чуть техника, да, ну, и так, в принципе, по большому счету-то у них, как бы, есть за собой история большая, и сейчас вот тебе просто вот, я сам открыл Википедию, поскольку я знаю про Триумфов немного, и мне как-то, последний раз мы были, когда вот ты смотрел меня с Мотобратством, мы встречались, видос. И вот на этой встрече у человека был тоже Триумф, там всякие с чемоданами, там все проделано, он тоже там турист обалденный, и такой, я такой, а чё Триумф? Почему? В чем прикол Триумф? Почему он называется Триумф? И он мне такой, он мне говорит, у них 3 цилиндра, посмотри, Триумф, Оу. слушай, Триумф, 3, Да. типа Корень 3 3. цилиндра. Да. То есть я такой, нифига себе, это как, знаешь, как этот говорил, краткость сестра таланта. Здесь как бы все гениальное просто, да, 3. То есть 3 это, и у них получается 3 горшка, да, все. Обалдеть. И разговор окончен. То есть я вот смотрю сейчас вот истории их в этом Википедии, и все это подтверждается. То есть у них там 498 кубических сантиметров было, 349 литровые, 900-ки. И в основном все на 3 цилиндрах держали. 750-ки, да, там. Слушай, ну шикарно. Они вообще. что-то свое придумали такое вот. И, в принципе, прикольно, как бы. Ну, у них есть байки, конечно, мощные, очень. Там серьезная техника, но их пришлось там все-таки остановить по тем или иным причинам. Есть у них мото, которые я видел как музейные экспонаты стоят, хотя им еще до музея далеко, но их просто в музей поставили, чтобы как бы остались они в истории. Они в очень хорошем состоянии, их еще подреставрировали. Я когда раз первый видел мото в музее, я думал, это вообще Yamaha или Honda, представляешь? И, кстати, вот коллега мой, который Индиан купил, у него вот как раз таки вот Триумф, вот эти вот, он пару раз уже ездил, пару раз покупал. Вот есть у них там Триумф Rocket 3 называется. У него самый большой мотор, который сейчас вот Lynx eingebaut, 3 горшка, 2,3 литра мотор, представляешь? И это все, как сказать, это все сейчас в наше время, когда наши экологи начали на мозг выносить, они вот его буквально год-два назад его выпустили, 2,3 мотор, 145 лошадей, он выглядит просто офигенно, но мне, к сожалению, поскольку такие 3 цилиндра, он когда на нем начал делать тест-драйв, я такой сразу, а где звук? То есть по звуку, ну, как для меня, звук ограничен в нем, и все. Я был разочарован, ну, как бы дизайнерски, как он выглядит, знаешь, как брутально. А что я тебе говорю, я сейчас его покажу прям его на весь экран. То есть он дизайнерски, как бы я от него тащусь. Он классно выглядит. Но я когда такой, он ну, работает, все такое, где звук такой, что такое, что за дела? Где мои 2,3? Да, Где 2,3? то есть Где? Я не чувствую их.
Нет, вообще никак ни почему. И, соответственно, так, вот этот я пишу сюда. Надо мне как-то это все заморозить. Так, Слушай, ну вот, да, что у них 3 цилиндра, это, конечно, как-то прям, ну, такая фишка компании, такое, блин, да, ответвление, да? могут, все работает, все На классно. 3, охренеть, я понимаю, 4, то есть 2 туда, да? Ну, у А нас 3, здесь, что это? вот, сейчас, думаю, видишь ты его уже, да? Это, конечно, молодцы, британцы, как бы, ну, снимаю шапку, снимаю шапку. Прикольно выглядит, в принципе, мод. Компания Nintendo и Yamaha примерно в это время основаны. Веном, я не знаю, когда они основаны, но я, раз ты это знаешь, соглашусь. Все компании когда-то начинали очень давно, то есть их корни были очень давно туда назад в историю. Мало кто об этих таких вещах знает. Ну вот, да, это почему нет? Много Харли Дэвидсон начинали, вот Вторая мировая война была тоже, это Ух, получается, что ух, это вот это 2.3, который бесшумный, да? это, Или это вот, это, это это, Триумф? это Триумф, первая модель, то есть, нет, Триумф Ух, 3, но это еще старенькая модель, сейчас я тебе покажу новенького модель, это еще новее этого. ой. Ты когда новее этого увидишь, я посмотрю твою реакцию, потому что Слушай, не, вот этот мне вообще прям, ну вот он, вот слово мотоцикл, знаешь, вот оно, мотоцикл да, такое ну прям, потому, вот да, оно. если ты его видишь, как бы, то что он уже такой более-менее более-менее мощь. И вот сейчас я тебе покажу, который вот сейчас в данный момент у нас такой весь, который можно вот уже в принципе пощупать, прокатиться на нем. Сюда. Что такое? Прямо такие колеса-то у него, хо-хо-хо. Блин. Вот так вот. Вот он. Сейчас должно показаться тебе вот это уже поновее вещь. Это самое последнее вот сейчас будет. Я его еще такой вживую не видел, но они уже есть. У него 2.5 вот эта последняя модель вышла. То был 2.3 старая модель мотор, а у этого 2.5. О, ай, 2.5, ну это это Смотри. же. 24 Дын-дын-дын-дын-дын. 540 евро. Ух, Вот у ух, него 167 лошадей. ой, Смотри, как мне выхлоп у него, конечно, нравится. Посмотри, какой у него выхлоп, красавчик. ой, он прям под колесико, пук-пук-пук Да, так делает. видал? Так? Ну, Прям под он колесико. выглядит брутально, все, большой такой, но почему-то вот Большой. звука мне не хватило. Звука нету, кто выключил звук? Включите звук, Да, пожалуйста. как бы, знаешь, он так ездит, как будто у Зачем? него на динамике такой крестик красный сделали, заглушили. Да, кто его в мут поставил? Да. Как замутили Ну мут, вот Не, ну так. мотоцикл он должен звучать. Да. Это двигатель, это вот, ну, он должен звучать, потому что, ну, мотоцикл без звука, ну, это вообще ты, ну, как бы на звук ты можешь даже, люди на звук определяют, сколько оборотов, какая скорость у тебя, да, тут На ты нормальных едешь 4-цилиндровых, 200 на и двух. чё? Да, а здесь, получится, ты едешь такой, ну и чё? Да, и чё? А Ну, где видишь, вот это такая брутальная мощь такая здесь. Он выглядит неплохо, в принципе, тогда. Как байк. Выглядит он прям мое уважение, прям Мне нравится тоже, как он Супер. выглядит, но, к сожалению, вот это вот, то, что у него вот, когда звук послушал, такой, чего? А где звук? Серьезно? То есть это Убирайте. мотор Коробку его. в 2,5 раза больше у него объем мотора, да, как бы, где сжатие идет все, чем на моем мотоцикле, да, и как бы ты смотришь такой, не понял юмора, и у него получается вот с левой стороны, представляешь, такой кардан, такая мощная, смотри, коробка, Да, кардан, да, и там видал, от кардана идет, у него прицеплены такие вот дуги стоят, и там номерной знак висит, заднее колесо. Обалдеть, Сейчас я шоколад. этот чат вот здесь просто Шоколад. надо убрать вот так вот, и теперь ты его увидишь в полную мощь. Ща. Сейчас, подожди Ща. секундочку. Прикольная вещь. Не, ну вещь вообще прям, ну да. Ну вот, конечно, да, то, что ты сказал, что он беззвучный, это, блин,
Ну, Ну, может, кому-то это даже, вот знаешь, как с бы наоборот. чемоданами, смотри, выглядит как вот женскую сумочку как будто сбоку сделали, да? Вообще, да. Слушай, ну прикольно, да, кардан у него Сам по прям, себе вот ты его смотришь, у него все вот такое вот там орезанное, все на компьютере, все такое мощное, да. Сидушка, конечно, я на нем даже сидел один раз, да, как он стоял на выставке новый. Сидеть прям комфортно. Ты сидишь такой, вот под тобой такой моторище, да, такой, все так, классно. У него все вот эти вот ручки, там, подогрев, там, все это, все кнопочки, все такое. Вот, с BMW такое смешанное что-то есть. Все такое, так дорого все, как красиво, аккуратно, дорого, богато. богато. И просто ты его чувствуешь, что это богато. И ты что понимаешь, что все-таки качество там есть, да, как бы стараются. Вот. Тормозная система, вот, вообще красота. Блин, нет, ну он прям, да, он возбуждает мысли У такие, него прям, резина, повернуть ручку, сесть на него и выкрутить ручку как бы до, да, он просто до вот ты упора. вот смотришь, он такой брутальный весь, да, как красивый, все, вот, он реально прикольная Но вещь. молчит. Когда его завел такой, ну, там, ездил человек, да, тест-драйв такой, он мне видео такое ссылает с телефоном, видео такое, я говорю, а где звук? Да. Чего? А где, Не как? А записался? почему? Вот это меня, конечно, в нем удивило. А так, в принципе, вот он сам по себе вот такой мод. Представь, у него там что-то 167 лошадей. О, Это... О, Михей, здравствуй, ты зашел. Михеич, Ненадолго здорово. лайк ставлю, уважаю. Ой, благодарю. Мы тут, Езжай, давай аккуратнее быть на дороге, береги себя и своих родных, дружище. мы тут все тоже тут сидим чуть-чуть. Посидим, Мгм. пообщаемся. Сейчас покажу еще одну вещь. Это вот такая штучка. Так, теперь переходим сюда. Что-то не работает. Чух. Так вот. Сейчас уберется вот эта вот штучка. Так, если я камеру смотрю. Ой, здесь тоже камера работает. Так, сейчас видишь, что ты сейчас видишь там на экране? Ты мне даже... Так, я вижу байк. Байк еще пока, ну ладно, сейчас подождем чуть-чуть, потому что я даже это задержечка наша ютубовская. Так, ой, я нечаянно Twitch вырубил. Сорян. Вот он. Das ist aber auch stark, was er da macht. Man Привет, привет. Так, привет, привет, все здесь. Все Ты... здесь, дружище, все здесь. Да, я тебя уже пару дней ничего не слышал, не видел, ну нормально. Хорошо, что принимаешь участие, благодарю. Сейчас, Да, спасибо сейчас вам всем, у ребят. нас сегодня тем не одна, из-за этого чуть-чуть если будет затянется. Так, ну агент 007, мы вроде о нем все. Триумф Тайгер. Триумф Грязипед. все, да, Триумф все закончили, так что теперь переходим на другую тему. А что за тема такая интересная? Вторая тема, я вот читаю, фонарик. Что за фонарик? Фонарик, что тебе фонарик? Ну, фонарик, ну ты знаешь, что такое фонарик, да? Фонарик. Ну, фонарик, да, ну вот фонарик. Вот, Ну, ну, я вот же сейчас- здесь, как бы показываю мото, правильно? Да, Так что включай фантазию, фонарик. Что это за а я фонарик? тебе сейчас покажу фонарик. Фара, что ли, какая-то? Смотри. Фара, что ли, какая-то? Супер-пупер. Галогеночка? Сейчас увидишь. Задержка ну. на ютубе, я уже, в принципе, Спокойно. спокойно, терпим. Спокойно. Ну, ждем. А что, дед? Куда торопимся? Нет. Да вроде некуда. Чё, Михеич, Вроде Михеич, эти сыты. как дела у тебя? Давно не видно, не слышно. Музыку сделал что-то, я жду, когда покажешь татуировку, все вот это делал. У него музыка была на канале последняя, и Да. у него был обзор. Музыку я прогулка включал. по этому. Во. Сейчас съемки у меня идут, скоро буду. Вам удачи, все, ушел. Давай, дружище, давай, Съемки Михеич, у меня. съемки. О, съемки идут, круто. Что это такое? Это... Драйвер, что это такое? Ну я же тебе говорил, ты фонарик же написано, правильно? Что это? Что это? Я не знаю, можно у тебя на канале ругаться, но мне хочется сказать, что это такое, понимаешь? Этот фонарик Что это сделали за труба? в Таиланде. Что это за труба? Таиланд. Таиланд. Короче, Господи, 50 за что? кубических сантиметров, как на моих скутерах, да, на городских. Ой, полтинничек. И у тебя Ой, получается, смотри, у тебя фонарик идет, этот фонарик, у него внутри фонарика как бак, а в начале фара еще заодно. Да. Классно сделали. Да, да это фонарный столб, я бы сказал, а не фонарик. Вы что это? Прикольно же, не? Фонарный столб с моторчиком. Блин.
Короче, я когда увидел, я сидел на днях такой, думаю, что бы показать такую тему. Но поскольку я стараюсь оставаться в теме более-менее, да, смотрю за новостями, что выходит новенького, что не выходит, и такой, а почему бы и нет? Смотри такой, что прикольного вышло за неделю. И Боже мой, за что? Да, ты что, знаешь, он еще пойдет. Все, сейчас съемки, все, окей. Так, я думаю, он пойдет, потому что где его выпустили, там двухколесная тема, это прям что-то, стоит на У них первом месте. городская, у них, да, у них это в Таиланде, у них это распространено. Да, и соответственно получается так, то что как бы вот она как бы долго кто это ждал, 50 кубических сантиметров, он много не расходует, он маленький до ужаса. Он, я не знаю, для кого он сделан. Ну, то есть, Я там тебе... будет точно неудобно. Блин, вот если бы в Германии такой продавали, я бы чисто вот купил бы для контента снять просто, прикинь, вот так вот. Ты понимаю вообще, слушай, ну Он, что это но такое? у него дизайнерские решения, я смотрю со стороны дизайна, потому что я когда-то что-то вот хотел такое сам делать, то есть у меня сейчас есть там база определенная, еще будет скоро проекты, которые увидят. Потому что у меня еще один проект уже видели мой, который зелененький, я его начал делать, у меня времени не было. Ну и вот этот вот, как бы вот, почему нет? Прикольно, смотри. У тебя фонарик такой, да, то есть он как бы бак сразу, и сразу же у тебя спереди фара, два в одном, и от фонарика идут дуги, то есть это еще и рама ходящая, да, и сзади амортизатор, посмотри, как у него выполнен амортизатор, отлично. Ну, в принципе, да. У него задняя подвеска, она, во-первых, она еще и как бы независимая, она одним болтом держится и амортизатором вторым, и все. И он еще не на ремне, а на цепи, что для 50 кубиков. Для 50, то есть у него, смотри, у него получается там... Да, то есть у него коробка, там несколько скоростей, поскольку у него не ремень, а цепь. То есть у него, я смотрел, я думал сперва автомат. Ладно, думаю, скучно. А когда я присмотрелся во всю егошнюю технику, да, то есть у него там прям лапка вот для переключения скоростей, все как положено. То есть это просто мини-мото. Все. То есть такая вещь, которая как бы еще по сути, почему бы и нет, да, такой ничего себе, по городу вообще прикол. Он выглядит... Это вообще просто. Ну, для города, в принципе, его можно и в магазин с ним сходить. То есть ты его под мышку взял и в магазин сходил. Да, он такой... Он такой... Но единственное, когда ты приедешь на нем откуда-нибудь, он еще будет горячий, как бы его брать под мышку не очень удобно, можешь локоть обжечь. Холодным там, холодным взял, там, посветился в холодильник. Да, фонариком. Смотри, вот тебе сейчас вид такой, ой, вообще, красавчик. Слушай, маленький, он реально, да, это фонарик. Его хочется с чем-то с другим сравнить, но нет, это фонарик. Ну я же написал в теме же трансляции фонарик, да, вот тебе фонарик в самом настоящем виде, который еще фонарик с мотором, с бензином, у него все как у нормального мото, абсолютно все. Вот здесь ключ сбоку такой, все, сбоку, знаешь, где сбоку ключ такой еще ставится? Да, я видел. На чопорах, на харлеечах каких-нибудь там, да, и вот тебе, пожалуйста. Позаимствуй. Слушай, слушай, это если это чисто ихняя разработка и как бы вот ихняя... Не, помогали им инженеры, конечно, помогали, но они-то в двухколесной технике таиландцы шарят, и в принципе, смотри, у него сейчас фару тебе увидишь поближе, я покажу. Тут 21 фотография, и называется, короче, дизайн überdimensionale Taschenlampe по-немецки. Это называется как бы чересчур больших габаритов фонарик, как бы, да, ручной. Слишком большой фонарик. Да. Ну, таким фонариком идти в подвал куда-нибудь, да. То есть этот фонарик, он, короче, 1,27 в высоту, 1,67, 1 метр 67 сантиметров он в длину, вообще мелкий, да, там, что там говорить. Ну, он одноместный. Да, он одноместный, это один минус единственный в этом фонарике, все остальное, как бы, я вижу в нем очень много плюсов, и я сразу такой, зачем они это все сделали, а теперь я прочитал про него больше, у него даже вот есть кикстартер, как положено, с правой стороны, то есть он с кикера заводится, понимаешь?
еще. Ого. Ого. У него мотор, в принципе, от Дакса. Это, короче, разработка, сам дизайн идет с той стороны, продукция Таиланд. Здесь много напоминаний были, отсылки. Я сейчас прочитал про него чуть побольше и сразу понял, в чем причина. Раньше были такие маленькие штучки, назывались Honda. Мгм. Эти самые, сейчас, секундочку. Надо на секундочку микрофон выключить. Так, Мгм. называлась, короче, раньше такая штучка Honda Monkey. Honda обезьянка. Ты такую не знаешь такую? Honda обезьянка. Конду обезьянку первый раз слышу. Сейчас, ладно, раз первый раз слышу, тогда будет еще интереснее. Первый раз показывай. Сейчас покажу. Сейчас тогда мне надо Что это- это за обезьянка такая? так, вот. Что это за обезьянка и с чем ее едят? Сейчас. Вот, когда ты сейчас увидишь вот эту вот Хонду, что я тебе имею в виду, и посмотришь на фонарик, ты найдешь в них много общего. То есть это все было сделано как бы с отсылочкой на эту вещь. На. Мне эта вещь очень нравится. И вот эта манки сама, да, потому что я когда первый раз его увидел, у меня даже простого типичного скутера не было, да, потому что не было просто тупо денег ни на чего. Я был еще как бы с правами, с этими всеми, организацией всей занятой. Мне не было до этого дела. Теперь как бы в данный момент вот эти Honda Monkey, ей уже лет, я не знаю сейчас сколько, 78-го года, они уже 70-го года. 70-го года, 69-го они построили, да? Представляешь? С Обалдеть. 70-х годов, сейчас у нас 21 год. 52 года. Сейчас Обалдеть. скажи в мире Honda Monkey, и это знает вещь, понимаешь? Сейчас я тебе покажу, как он в реале выглядит. Если когда-нибудь я по дешевке такую возьму, чтобы отреставрировать, я даже раздумывать не буду, честно. Обалдеть. У нас они до того в цене, короче, взорвались, а сейчас я даже какую-нибудь убитую, мне надо денег отложить, как, блин, на старый Кавасаки, да? А чем они так... Чем они так вот тебе приглянулись? Сейчас вот увидишь на То трансляции. есть внешний вид тебя все-таки Внешний вид, во-первых, они такого мелкогабаритного размера, да? Они прикольные, на них прям реально ездить прикольно, у них звук прикольный, все вот такое вот, расход, как бы у них нормальный, да, бензина. Сейчас вот если вот я вот сейчас смотрю, в 2018 году сделали, короче, манки, именно побольше мотор, сделали 125 кубиков туда вставили, и это просто что-то О. с чем-то, то есть у него это... Ой, это же Карпаты. Ну, это меньше он даже Карпатова. Даже меньше Он меньше Карпатов? Карпатова, колеса у него больше. И он, получается, за свои резины такой, вот, да, подвеска офигенная сейчас новая. Он вообще идет изумительно, да. У него там, блин, 1,5-2 литра расход бензина, если повезет на 100 километров. А это, получается, сейчас я тебе показываю в данный момент новая переработанная версия, где у тебя спереди на фаре их уже светодиодная фара стоит, да. Инструменты, у него вилка здесь уже крутая стоит уже, да, и перевертыш, как это называется, по-нашему, по-простому. Уже Да, стоит да, уже АБС поставили ему уж, да, то есть этот уже, короче, О. представляешь, то есть они производили его, наверное, лет 40. Я когда смотрел один классный фильм, где рассказывали про мото из Японии, там чувак, канал я забыл, как называется, очень классно рассказывает, прям я как бы мототехникой увлекаюсь, я смотрел, это прям оторваться не мог, потому что прям там реально история с корней до сейчас, до 2000-х годов. И они так классно ее сделали, но где-то примерно час документальный фильм идет или полтора. И там как раз таки вот эти вот, как показывали, когда они вставали с коленей как бы на ноги, да, и вот эти вот мелкогабаритные мото, то есть 125 кубиков, 400-ки. Почему 400 так много? Потому что в некоторых странах там у тебя по налогам, по всем этим делам, они их давят. Облагают. Да, я раньше думал, кому вот эти 300 кубиков мотоцикла 400 нужны. А когда кинулся, я сейчас общаюсь же по инстаграму с людьми. Индия 300 кубиков, Китай 300-400 кубиков. Они там прям на ура. И из-за этого в России потом еще с Китая приходят. Да. И там- Нестандартные такие. Да, Нам нестандартные. надо У нас, или допустим, 0,5,
У нас, если ты будешь ездить на Литр. 400 кубиков, значит, что-то с тобой не в порядке, да? Да, ты Потому что-то что, какой-то странный. да, здесь по Европе как Что бы странно? 125 берут там, да, у кого права. Как бы это так не обидно, что никого недомерок такой получается, как по нашим таким ощущениям. Да, Что это недомерок какой-то. ну что-то не то, да. У нас или ездит или Да. большинство 500-600 кубиков, или литровый сразу, да. Да, Есть, сразу коне- литрушка. Да, есть Или 750-ки есть 900-ки сейчас уже в моду вошли, 800-ки как-то пошли, ну, как-то это все затухло. Есть определенные ниши, где 800-ки, но это мало. Большинство распространенные были раньше, вот 15-20 лет назад, 750, 600, потом в литрухи пошли, а сейчас, в принципе, куда ни кинься, там у тебя или литр у тебя, там, или 700 кубиков, там, я не знаю, но редко, я здесь вот 400-ки вот вижу вообще редко. Они так же встречаются редко, как Лада Нива, да. Из-за Да. этого, как бы, знаешь, это оно хорошо, что оно есть. Но когда я смотрю люди в других странах, там у них 300-400 кубиков, для них это как бы потолок всех их мечтаний, потому что тебя там загасят по всем налогам и т.д. и т.п. И как бы и там дороги не те, и зачем там оно надо. И там, в принципе, Ну, чтобы тебе твои 90-100 км в час ехать, 300 кубиков за глаза. Все. да. И как бы я полностью, в принципе, с этим согласен, как бы, если бы я сейчас жил где-нибудь там, как раньше там на Алтае мы жили, там, какой там мне литр мотоцикл, ты что? У нас там такие дороги были, там на простых каких-нибудь планетах убивались, да? Какие литры? О чем вы говорите? Я здесь-то, когда литр купил, я еще год вообще соображал, год вообще понять не мог, что я сделал. Сейчас как-то уже 2 года прошло, я уже вроде бы привык. Мгм. Уже вот... И побольше хочется, нет? Есть такое ощущение, что что-то как-то? Нет, только Или хватает пока? если... Нет. В нехватке мощности я вообще не могу жаловаться. Ее прям наоборот. Я даже его глушу частенько электронно, потому что когда ты на нем не поездишь 2 недели, начинаешь отвыкать. Чё так много? А? Чё так много, типа, да? Как бы, Да, ты 2 недели поездишь на какой-нибудь технике, которая не тянет там или не едет, или еще что-нибудь, и потом садишься на мод, которую прям ручку газа отрываешь, и он ракета, да. И, соответственно, это сказывается. То есть все равно это... оказывается. Сейчас вот самое страшное сказывается всегда после зимы, когда ты не ездишь 3-4 месяца, А, и в начале сезона садишься на мод, и это жесть. Потому то что есть там тебе, коленки трясутся. тебе реально надо тупо привыкать. Прям реально тебе надо вот иногда 500, Обкатку пройти. да, 500-600 километров проехать как минимум, чтобы вообще понять опять, войтись в это все, да. Из-за чего большинство сезонов в начале аварий страшно, потому что Да, потому что отвыкли, садятся- они такие, о, я же могу, я же в том году делал, ручку газа выкручивает в поворот, и он забыл, как в поворот за зиму уже закладывать, его напугался, разложился, и больше его нет. Все. Эх, соболезную. Да, и таких случаев, в принципе, как сказать, много. Немало, Немало, да. немало. Так Хватает. что, да, ну просто видишь, они вот эти вот свои, как сказать, такие все, ну я могу, что я там, да. как бы, Куражи, скажем зачем? так. Да, ну и для меня это как бы, ну зачем? Непонятно, но большинство такие, ну я же в том году уже мог же закладывать, да. Ну, да, я да. как бы, мне там говорят, там, ну, с которыми мы пацанами ездим, такие, о, да ты же можешь ездить. Я всегда как бы себя, самооценка как бы не так, прям, да, я никогда не говорю, что прям, я могу ездить. Я уже, блин, уже сколько, 13 лет уже на мото за рулем, которым, на больших мотоциклах, да. И все равно, я как бы за эти 13 лет все равно могу сказать, что какой... Я не могу, никогда не буду говорить, что я прям ездить могу. Как могу, так и могу. Просто одни ездят чуть медленнее, другие чуть быстрее. Как-то вот так. Ну что этот у нас показывает? Слушай, Вот. фонарик вообще огонь. Я посмотрел на него, это, конечно, блин, ну, знаешь, Я... я не знаю, я на него смотрю как на, типа, чувак, доставщик, блин, нет. Вот ты Доставщик вот пиццы на предыдущий- таком будет ездить, знаешь. Вот ты предыдущий показывал, вот на нем еще можно доставлять пиццу. На этом доставлять только себя, я не знаю, ну вот за хлебом с рюкзаком, ну не вопрос, окей. У нас... Но выглядит он очень эпатажно. Это, конечно, что-то с чем-то. Это бросается в глаза, потому что человек, который проедет мимо меня на какой-то трубе космического, да, образца спереди с фонарем, и я скажу, ё-моё, фонарный столб рядом проехал. Я реально обернусь и посмотрю на это, потому что это будет
прикольно, да, посмотреть там Ну, ты, человека. как бы, видишь, ты, поскольку ты узнаешь через меня, я думаю, ты еще никогда такого, как бы, не видел сильно, да, из-за Я этого. никогда такого не видел. Я хочу теперь увидеть это вживую. Блин, Да. надеюсь, в России они тоже как бы, ну, будут пользоваться каким-то хотя бы и малым, Я но думаю, да, успехом. потому что это все-таки с маркета Азии, они, может быть, какие-нибудь модели все-таки, может, доберутся, да, может, до Алтая туда куда-нибудь, ну, думаю, будет. Может быть. Может быть. да. Вот я тебе сейчас Может. показывал от Honda, да, Манки. Я тебе сейчас вот прям, я открыл немецкую страницу, и мотоциклы, которые были вот выпущены 2 года назад на дорогу или год назад, стоят 4200 евро, представляешь? Оу. У которых А пробег, чем они? 2-3 тысячи километров пробега, они стоят 4000 евро. Я за 4... А? За что платить-то, я не пойму. Ну вот эта Honda мелкая, которая до этого была, вот это 125. Honda мелкая? Да. Оу. Столько много денег, Оу. представляешь, 4000 евро. Хотя, Это очень много. да, но это то, что уже с АБСом, у нее 10 лошадей, в этом маленьком 10 лошадок, он отваливает. Мама не горюй, да. Слышь, по переулку можно так и от погони уйти. Ой, вообще, на нем шикарно. То есть у тебя где-нибудь будут столбики преградно стоят, ты их мимо них так жих-жих проскочил, там, да. Да, Змейкой прыгнул. вообще супер. Я от них тащусь. Много у нас таких есть людей, у которых вот эти вот штучки, прям они, им уже там 20-30 лет. Мгм. И вот сейчас я сейчас смотрю Хонды, они стоят 4200, 4500 новые, да. Я вот сейчас покручу, мне просто охота показать, может, день старую найду, которая реально еще в бабках. Вот, допустим, вот, хороший пример тебе, слушай. 50 кубиков 76 года Ретро. 2400 евро стоит. Да ну, Представляешь? Ну, ретро. Ну, ретро. Ну, Да, потому это что ретро, теперь он еще получается, у него полуавтомат, 50 кубических сантиметров, очень маленький мотор, и стоит 2400, это просто обалдеть. Или Муха. хороший пример, 3190, 83 года, обалдеть. Слушай, подожди, это прикольно. А запчасти-то где взять на него? Без В наше проблем, время. вообще без проблем, много. Вообще без проблем. Это То есть Honda. он обслуживается. Он до сих Вот ты- так. если до сих пор еще мод выпускается, ты можешь прийти также на Хонду и до сих пор еще до каждого болтика все заказать. Вообще без Блин, проблем. ну, это прям Это плюс, хорошо. плюс, И я вот плюс, это сейчас сказал посмотрел, бы. манки, блин, я теперь буду ждать, когда вот эти вот двухгодовалые, которые с АБСом уже, пускай не пройдет пару лет, хотя бы штука у них упадет цена хоть чуть-чуть, чтобы, ну, за 4000 как-то, за такую мелизгу 4 отдавать. Я знаю, что я за 4000 могу купить один спортбайк, которому лет 12, и один Оу. еще чоппер, которому лет 15, понимаешь? Ой, Из-за этого для меня, как вот бы, это вот знаешь, покупать, ну, блин. соотношение весов, или там будет два офигенных мод, или здесь один, но маленький, да? Ну ты же вот сам занимался ремонтом скутеров, ты же понимаешь плюсы их. Это мобильность, это компактность, это Да, вот да. Вот потому, экономность, да, экономность из-за и чего я это безопасность. понимаю, все Потому это. что- У меня это все есть. И более Вот, того, я тебе скоро представлю мой новый проект мой, который уже год назад я купил, но я на него только уклал, пока еще 2 часа работы, и больше ничего с ним не делал. У меня просто очень тупо не интересно. было времени, но я скоро тебе сейчас вот под конец стрима еще будет пару интересных вещей, и вот потом как раз таки вот будет вот звонят мне, сейчас некогда, мне тут стрим идет, и звоните мне. Короче, и соответственно вот эти вещи, да, ну да, вот компактность, вот из-за чего я их и беру. Во-первых, у нас вот эти вот 50 кубиков, которые скутеры, почему я их покупаю, то есть мне не надо на них делать техосмотр в Германии, понимаешь? Сел и поехал. Да, нет, ты их на них купить должен номер страховой. Это какой Да. номер сзади, такой маленького размера. Ты его покупаешь каждый год. Он в Германии работает с 1 марта по 28 февраля. Каждый год. А, Ты его покупаешь, у тебя получается номер, берешь каждый год новый номер, и это страховка. Ну да, в случае чего-то где-то тебе выплатят. Прикольно. Да, и получается прикольно. и вот эту вот страховку может купить, в принципе, человек от 16 лет и до 80 или до 90. То есть, если у тебя есть права там на автомобиль или там на какой-нибудь мопед,
они у нас едут 25, которые едут, или 50. Ну, 50-ки, вот у которого есть права на автомобиль, им 50 уже как бы изначально можно ездить. Не надо категорию открывать, да? А которым лет 16, как бы, они должны идти в автошколу, как бы, и учиться. Ну, или они подождут просто еще годик. У нас сейчас по новым законам права делать на автомобиле с 17 лет, да, уже можно делать. И, соответственно, ты когда права сделаешь, тебе можно на эти 50 кубиков ездить тоже. И вот так большинство и делают. Так делал и я. Когда я права делал, в 2004 году я права сделал. И, соответственно, потом прошло пару месяцев. Им купили просто мне такой 50 кубиков, и я на нем ездил год. Потому что у меня не было автомобиля, у меня не было, я еще ходил в школу. Я на нем ездил, на работу, ездил везде. Я за год наездил на 50 кубиков 10 штук. Ого! Все, он не слазил. Это такой, это еще был не мод, это был скутер, какой здесь по-нашему говорят. Я на нем 10 штук наездил, представляешь? И из-за чего я в итальянское качество влюбился, он у меня был с Италии скутер. И вот он, представляешь, я его продал в 2005 году, скутер тот, за определенную сумму денег. Сейчас у нас не 2021 год, прошло 16 лет, этот скутер стоит столько же денег. Офигеть. Представляешь? Прошло 16 лет, и если даже тебе сейчас не повезет, я его пойду покупать, и мне надо будет еще даже доплатить. То есть за те же деньги я не смогу его даже купить после 16 лет. Вот это вот качество. Вот короче, скутер стоил новый 2600 в то время, да? Да. Я его купил за штуку, я на нем откатал год, продал его где-то за 800, что ли. И сейчас пробег в 2 раза больше, а то и в 3 стал. И стоит до сих пор он еще штуку или 800 евро, да? То есть за 16 лет цена не упала, а только пробег вырос. И царапины добавились. Прикинь? Да, вообще, конечно, ну это да. Из-за чего? Это вещь, вот как бы, да, ну, для молодежи, для работы в тот же момент, да, это экономит твой Я на бюджет. нем ездил год, даже не парился. Вообще, Там это не было таких... долговечность, Да. это качество, то есть, как бы, да, Проблем не было с ним, долговечность. что что-то сломалось, там такое какое-то, как вот на китайских ломается какой-нибудь, какая-нибудь мелюзга, которую ты даже себе представить не можешь. А здесь как бы все четко, да, там ничего такого не было, что там сломалось что-нибудь, что ты не собирался, чтобы оно ломалось, там, или никогда бы не подумал об этом, да. То есть я на нем ездил, заправлял бензин, заправлял масло, у него 2 бака, оно смешивалось, и все отлично было. Один раз я проткнул в нем баллон резины, один раз я поменял тормозные колодки, и все, это все было такое, расходники, ничего особенного, абсолютно. Вот, сейчас тебе покажу глушитель этого мопеда, это что-то прям обоссаться можно. Офигеть. Вот это прикольный бычонок. Вот это Чего? Вот это выхлоп. Сейчас увидишь. Сидор топ. Задержка, блин. Кстати, а когда день учителя? Никто не подскажет мне. День учителя? Ага. 5 октября. О, с нами Веном. Учитель знает. Да. Веном. Приветствую тебя. Это что такое? Это выхлопная труба? Классно, Ты да? серьезно? Слушай, ну это круто. Это вообще, это милота какая-то. Да, так, Да, Веном. Болеющий человек у нас еще присутствует. О, классно. Да, болеющий человек. Главное, не кашляй в чат, а то вот это самое. Чат не кашляй, да. Это зараза. Это нехорошо. А Так, вот дезинфекция, вот, умойте руки. я вам сейчас всем вот так вот, чтобы не болели, вот так вот. Раз. О, хорошо. И так еще. Да, и это О. тоже. И это тоже надо. Genau, вот так вот. Короче, выхлопная труба веселая. Вообще просто, ну что это? Да, у него, короче, высота, где ты сидишь, 80 сантиметров. Карбюратор японский. Самое главное, японское качество на карбюратор, он Япония стоит. Все, он будет ездить. Вот, смотри, сидит на нем абсолютно взрослый человек. Сейчас она дойдет и до тебя. Скорее, сейчас, секундочку. Угу. Сейчас покажу. Нету пока. Сейчас. придет. Задержка сколько, наверное, секунд? А что, у него 20 секунд аж стоит, представляешь? Да ты что? А что так долго-то? Надо задержку убирать. А как это делать? Я в БС я тебя потом научу. Сейчас невозможно. А Зо, когда стрим идет уже все? Да.
На ВАЗе вообще там пару секунд задержка. буквально. Хватит рекламы. Забаню. Так, что у нас там за вне это самое? Я Что- хотел что- тебя что рекламировать, а ты тут не рекламируй что-нибудь другое. Ну, сейчас пока не надо. Да, слушай, ну вот я вот, кстати, вот перед этой фотографией я почему-то и хотел сказать, что вот, ну, как бы женщинам и девушкам будет удобно. Ну, Вот ты на видишь, нём, она... да? Я могу представить, что она где-то ростом 1,65 м. Ну, нормально. И вот смотри, он Нормально. сидит, в принципе, и в данном... Она. На фотографии я бы не сказал, что там какой-то ей дискомфорт. Наоборот, она сидит, он улыбается. Да, она сидит, все, она полностью управляет. Ей сюда еще рюкзак, и вот она едет в Да, и магазин. смотри, да? самое главное в этом, что я сейчас вот наблюдаю, и вот я сразу не этот сейчас только вот смотрю, то что у нее вот этот угол ног, видишь, он ровный какой. Ровный, да. То есть ты можешь на нем спокойно там ехать час и как бы, то есть вот эти в коленях, если Не острый был бы угол, затечет. да, не затекают ноги, соответственно, кровообращение супер и как бы вперед из песни, да? Что тебе еще надо? Это же супер. Ну да, да. Не, вещь прикольная. Если когда тебе здесь Нет, так... она вообще, она очень милая. Она очень милая. Да, она такая да, прям такой вот, милый двухколесный фонарик, и который да, будет, милый который будет двухколесный строить, фонарь. который будет строиться именно в Таиланде. Но Прям что-то такое мультяшное, знаешь, в нем Да. есть такое мультяшно-доброе, такое, на знаешь, фонарике. мне что нравится в наше время, сейчас как бы 21 как бы год уже, сейчас будет 22-й, и как бы это вот что-то такое необычное, вроде бы какое-то необычное решение, но здесь и техника вся абсолютно уже, которая проверенная долгим-долгим временем. То есть по технике, если смотришь по технике на этот мопед, я ничего там Мгм. абсолютно такого не вижу, что прям было, что такое, да? Ну, Мгм. Потому что там даже Вроде бы- кикер есть. Когда уже другие убрали кикер, да, у них как бы все А они нормально. ее сюда. А они Да. ее наоборот и делают. Ну, Давайте видишь, сюда. там как бы в Японии, вот Блин. в Таиланде узко, там двухколесная техника в почете, да, там передвигаться, вот Да, туда да, быстренько да, да, да. вжик-вжик, и как бы они, Плотность застройки большая, да, и вот поэтому, да, с будет парковками он, проблема. да, Китай, А я Маиланд, чувствую, на одно парковочное место таких фонариков можно поставить 3. мгм. Вот. А И то и- 4 еще параллелью. Я думаю, по диагонали все 5 влезут, не? Все 5. Слушай, ну шикардос. Шикардос вообще. Так что это было вот тема номер 2. Фонарик. Фонарик мне прям самому понравился очень. Если бы я здесь такое увидел, ну, я не знаю, конечно, Нет, сколько... я обернусь на улице, я, наверное, даже помашу рукой и скажу, блин, ты чел, дай по фотку. Я пожалуйста». тебя видел уже, да, где-то, да? Харли Дэвидсон, ладно, вот фонарик, вот это вещь. Да, вот нет, Харли Дэвидсон мимо проедет, я даже такой, вот, Харли. Да-да, они все так бурчат. Аля-аля-аля-аля. Харли, да, Хонда. Да, знаешь такой видос, да? Да. Я этот видос, когда первый раз увидел, я такой мотоцикл себе купил первый. Уже сколько сколько Ёвы, что-то бур-бур-бур, там вот с Ёвы еще был. Ямаха, там он такой, Ямаха. Такой, Да. офигенно. Да, ну что, потихонечку переходим к третьей теме, как я понимаю. Третья Конечно, тема у надо, нас- надо двигаться дальше, чтобы никто не уснул. Правильно, Вот, правильно. Соответственно, так, секундочку. Я сейчас тут с моими этими, где наш буш. Так, фонарик. Так, теперь у нас вот так вот сделаем. Мы сидим постудийными сегодня. У нас стараемся. Стрим переходит на новый этот уровень. Веном, ты здесь? А? Скажи да. Да. Повезло тебе. Честно, фартануло. Ну, я немножечко как в роли соведущего, я просто подсказал, я говорю, Веном, давай к нам. А вот. Ну, вообще, Веном переводится как яд. О, Да. ядовитый, Змеюкин. Ну, Ну, не я говори. Пригрели ядовитого. Ты видишь Но я сейчас? родился, На ютубе видишь, что творится сейчас? Погоди. Сейчас мотоцикл. Какая задержка красивая у нас долгая сегодня. Вообще. Что за жесть Идем, такая? собираем руки. На Твиче вроде бы задержка поменьше, чем на Ютубе. Да. Твич у меня сразу же перекину почти. Вот. Видишь, да? Что тут у нас сейчас? Да. Вот он. Так, кто не, Вот оно. кто не знает, он даже к нам присоединился. Мы вам его Да. быстренько так покажем, так одним мельком.
быстренько. Потому что мы долго на фонарике задержались, я вот так вот еще прокручу вниз. Это все вот он. Здесь он в крупном размере, в меньшем. Играет в игры человек. Свободное от свободы время. Прикольно, да? Мне что понравилось, наконец-то все-таки вот это вот получилось у тебя вот этот вырезать. Я вот смотрел ее, да, что вот играл там в Марио. Все, теперь профессионально сидит игрок такой, сзади ничего нет, такой прям этот. Наверное, на втором вот этом вот, да. Здесь, наверное, Ну, это было. теперь есть, хромакей, с помощью которого можно убирать всякую фигню или поставить условно какую-нибудь картинку и так далее. Да. Чтобы не видеть, что сзади стримера происходит. Или что-то там стоит. Ну, выглядит, слушай, сейчас обрезал прям шикарно. Я же тебе говорил, там, в принципе, я посмотрел, человек там один показывал, второй, я такой, вау, круто. Я хотел это давно сделать. Но это... Вот. Да, есть небольшие проблемки с этим. Нужно иметь камеру нормальную, а не как у меня. Вот. Мгм. И хорошее освещение. Да, про свет я сразу тебе говорил, то что свет как бы здесь играет очень большую роль. Я вот смотрел ни одного человека, и причем человек мне это объяснял, там один, который занимается именно продукцией фильмов. Не просто вот так вот стример, да, а фильмы, Да. которые делают продукцию или клипы. То есть они ставят это хромакей, ставят свет, то есть у тебя должен хромакей отдельно отсвечиваться, и ты должен тоже свет получать, чтобы ты как бы хромакей из этого подсвечивается, чтобы твоя тень не падала на зеленую ткань, и, соответственно, все будет шикарно. Ну, там условно с двух сторон должно светить. Да, и ты еще плюс. То есть тебе должно быть 3 света. Ну, у меня так как хромакей крепится к креслу, мне буквально можно и 2 Ну да. освещения с двух сторон. Сильно потому тени нет, что- получается. Да. И главное не сидеть против света. Да. Как я и это делаю. Первый раз. Потому что у тебя чересчур светло, ярко выраженное лицо, прям много, как будто в лоб фонариком светит. Вот. Но это все придет с опытом. Еще пару раз стрим сделаешь, и потом будет уже шикарно, да, я думаю. Да, потому что сейчас это все первые шаги, потому что это все с опытом проходит. Ну да, как Ну, у меня. как и везде. Как у меня он с АБС. Каждый раз. Вот первые шаги уже. Сегодня 7-й стрим. И опять сегодня фокус получился. ОБС нам сказала, ага, что вы расслабились-то, 2 недели стрим не включали, сейчас я вам покажу, короче. Ну и вот и Че, было. как обновлюсь? Да, она Чё, взяла, как как обновилась, я включил, а у меня ничего не работает. Такой, чего? И все, и У меня тоже соответственно... половина ссылок как слетела. Я Да, такой, я сидел тут минут 15-20, только камеру поймать не мог. Поймал ее, блин, зафиксировал, а теперь выключил. Да, делал. Делал и приделал. Нет, сделал, Прид- потому что это, что я сейчас, если включу, я буду, она мне как раз там веном и закроет, не пускай так вот пока. Нет, выглядит бывало. неплохо, развитие канала, просто я сейчас ваши обоих ссылочки поставил, вот у нас игроки, H2, А где? А где ссылки-то? в описании, Есть, в описании есть стрима в посмотри, описании. товарищ, ты чё? Где еще раз? В описание стрима зайди, чеканок, товарищ, ты чё? Не, Проспал? а что ты мне говоришь? Ты зрителям говори. Ребята, в описании там В ссылки описании есть, вот. ссылки, там написано, что там играют и общаются. Там ссылки твоя, и там еще Да, ссылка есть на да. канал Sketch Ninja. К нему мы тоже О. скоро подойдем. О, Он уже, Так. кстати, у нас был как-то здесь почти в главных ролях, но у него, к сожалению, Дискорда пока нету. Он как бы мы с ним так просто общались. По Мгм. крайней мере, через час с ним общаемся, уже хорошо. Но я его не хочу как бы оттягивать, пускай он работает, у него довольно-таки сложная работа, но зато это вот время от времени будет с ним вот так вот. Такое разнообразие. И... а я драйвер сейчас прям 1 секунду стишок придумал. То есть стишок прям в голове родился сам по себе. Ты, подписчик, не ленись, в описании заглянись. Во. Ого! О. Это Во. рифма такая, да? Слушай, Да. надо... Я Чисто тебе, вот прям. я тебе бит этот шлю, мы запишем, трек получится тебе на канал. Все, нормально. Классно. Точно, ты подписчик не ленись, короче, заглянись, да?
Да, загляни, в Не. описании загляни-ка. В Ну, чё нет? описании оглянись. Оглянись. В- А то там- Оглянись, Оглянись да. в описании, там тебе ссылка догоняет. Да, ссылку, да. Застегнись. А ты тут, я смотрю, Веном описал, крутямба, драйвер не видел, вообще крутямба с хромакеем огонь, застегнись. Нормально. Да, точно, ты сидишь такой. Кстати, насчет... И вот если бы я сейчас чат не прочитал с твоего стрима, я подумал, ну так оно должно быть. Он сидит, как этот испанский мачо, такую рубашку раскрыл, у тебя прическа подходит. Нормально. Нет, классно получилось, потому что что-то другое теперь обрезал. Я вот на Твиче таких наблюдал людей не один раз. И вот, как тогда мы пообщались чуть-чуть в Дискорде, такой, блин, а я-то это хочу уже тоже вещь давно, но все-то руки-ноги не доходят. Так у меня проблема. Я вот убираю хромахей. Ну, зеленый. Да, Замечу, зеленый. У меня стойка синяя. Ну, пантограф. да. Синяя. На последнем стриме почему-то начала убирать и синий. О. Что? А ты же там, Вот. в принципе, там же такая была, как эта пипетка такая, выбирает цвет, который ты выбираешь, правильно? Должна быть. Ну, у меня там поставлено зеленый Да. в ВСе. Ну да, и у меня да. тоже. А он решил убрать все. А он решил еще убирать и Ну вот видишь, софт тоже живет сам по себе, у них своя жизнь, короче, нам этого не понять. Вот. Это все матрица, ребят. Да, да, ты там, короче, настраивай, не настраивай, а я сделаю, как я хочу. Да. Понимаешь? Вот это вот самая классная фишка. Вот я вот сколько раз кидал, я сейчас я вот уже думал на другую софтвер перейти, смотрел, что там люди занимаются. А там смотришь, там, во-первых, здесь интерфейс такой профессиональный, но постоянно тебе надо в настройках ковыряться. Там какой-то интерфейс непонятный пока еще. Оно все намного проще, но что-то я не знаю. И все равно начинаешь с людьми общаться, и в конце концов получается, как эти... Всё приходит. Да, это знаешь, как с выборами. Голосуй, не голосуй, все равно получишь то же самое, да? Так и здесь. Так и здесь. То есть я могу софт другой взять, и все равно настройки здрасте. Да. Понимаешь? Да. Так Вот что это- вот мы как тебе настроили драйвер, и вот если еще какие-то вопросы будут, обращайся, всегда помогу. Вот, тут еще тоже мальчишка есть, я ему отписал, говорю, дружище, давай помогу настроить, вот, заходи в Дискорд, как бы, ну, настрою, реально настрою. Вот, это что-то он как-то не торопится, ну, как бы, дело каждого. Насчет Ну, ОБС имеешь в виду? Да, насчет ОБС, потому что, ну, программа такая, что, ну, Да, программа Я интересна. Я первые разы как бы такой думаю, что это такое вообще. Сейчас как бы я уже попроще. Сейчас я уже сам пару раз рискнул, уже пару вещей сам нашел, не боясь как бы, да. Теперь я уже вот эти вот источники добавляю, Мгм. понаделал демонстрации там как бы вообще Да. не парюсь, как бы. Я поначалу вот было у меня такое, что, блин, что такое, что здесь за дела. Но как Да. бы все это уже перешло во что-то другое, уже как бы рискну. И ничего, убрал там, что-то не работает, убрал, заново настроил, растянул. Сейчас все выглядит вроде бы неплохо даже. Нет, всё иногда. на уровне. Я всё вот прям на уже уровне. стараюсь такой, говорю, с такой более-менее студийный формат надо выпускать. Ты видишь, уже там растянул экран, чтобы мои ссылочки видно не было. Кому они нужны? Они нужны мне, а не вам. Вы должны Ну видеть, да. вы должны видеть то, что я хочу вам показать. Да, а да, вот, да, а всё вот, правильно. а вот задержка вот эта вот, она меня прям сейчас бесит чуть-чуть. Будем вырезать, будем уничтожать. Да, будем вырезать, потому что через 2 дня будет стрим, чтобы задержка была меньше. Ты понял, да? Оу, оу, Да. Кстати, понял. короче, кто сейчас присутствует, кто смотрит, Веном тоже с нами находится, ссылка его здесь. Кто занимается какими-нибудь покемонскими делами, Марио и так далее, это туда обращайтесь, он там специалист у нас по покемонам и по Марио. Nintendo что ты играл, да, вроде? Да, Nintendo Switch играл, а вообще я в различные игры играю. На Ну, данный момент, ну, пока что в Nintendo Switch, потому что у меня появилась карта захвата. да, Вот. точно. Ну, я имею в виду то, что, как бы, вот, вчера мы с человеком одним познакомились, вот этот Даниэль, он сегодня мне даже писал, сказал, что О. сейчас зайдет, но пока я его здесь в чате еще не вижу. Как Да, бы, я... Он мне ВКонтакте сегодня писал, там мы пообщались чуть-чуть перед стримом. Ну и как бы я смотрел егошние игры, там у Чиканов свое играет, он свое играет, ты играешь в что-то другое. У каждого свое направление, это мне в это как бы и импонирует больше, потому что я могу смотреть, допустим, ну, по настроению выбирать сам. А если бы, допустим, я им вчера даже сказал в Дискорде, если бы сейчас вы трое-четверо геймеров играли в одно и то же,
ну и смысл мне у вас на всех 4 подписываться. Да. Понимаешь? на А так секундочку получается, я отойду. как бы Секундочку с отойду. Чеканок, мы с ним еще кроме игр общаемся, с тобой мы уже тоже там в Дискорде бывает сидим, там общаемся, Да. или я смотрю, как ты играешь, там бывает на работе смотрю. Просто у тебя своя, как бы свое направление, Ну, у кого просто свое. получается, Даниэля у просто него, вот- видишь, у него он сел в игру и давай. Я сегодня, короче, с ним как разговаривали, он родился, знаешь, когда? я не знаю. Чеканок. Я ему спросить хотел. А, Ты, наверное, вчера к нам заходил, когда Даниэль был, нет? ну, вчера вроде бы заходил. Потому что он зашел так, потом раз что-то самое. Он, короче, 11 сентября родился. Как раз 20 лет назад, когда это в Америке произошло, представляешь? 20 лет тому назад. Да, как Ну, раз. Да, Обалдеть. ну, в 2001 году. Да, как раз вот ему вот 20 лет, случаю этому, 20 лет ему, да? Обалдеть нужно. Как и мне. Ну, Ну, я в 2001 году тоже родился. Тоже Но первый? да, но весной. ну, на полгода старше его. Да. А, и насчет ОБС. У меня получается... Я с периодичностью раньше стримил. Там, Да. ну, месяц не стримил. Ну, полгода не стримил. И у меня по настройкам было все норм. Я ничего не исправлял. Вот. У меня Я не сейчас знаю. получается раз в 2 недели стримы, постоянно что-нибудь не так. У меня было все норм с ОБС. Я не знаю, как почему-то у тебя так. Ну, вот бывает. Вот у меня тогда один раз было, вот, 2 стрима подряд почти что, ничего не случилось. А здесь получается еще сегодня такая штучка вышла, то что перед началом стрима он такой что-то обновление. Представляешь, что сегодня с утра пораньше Я такой. Ну супер, чё. Я вчера обновлял. Тоже? Я, ОБС. Веном, я тебе Да. сейчас объясню, почему так получилось. Ребят, ходил прям на секунду. Веном, ты просто не пропитался духом ОБС. Вы Да. сколько всего по времени стримить? Ну, ты стримишь Чеканок. Да я не знаю. У меня тоже были периодичности, тоже как бы прекращал стримить, начинал стримить, прекращал стримить, начинал стримить. А Ну, сейчас уже где-то вот на постоянной основе, то есть как бы если считать в неделю, то мне тут вообще мальчишка один сказал, когда я плотно занимался, прям вот где-то, наверное, лето, что ли, или там осень было, буквально полгода назад, то есть, говорит, Чеканок, у тебя в неделю выходит по 24 стрима. И я такой, чего? Он говорит, да, типа, у меня, говорит, на канале столько видосов не выходит, сколько ты делаешь стримов. Я такой, ты чего? Я так посмотрел назад, блин, чё, реально, что ли? Вот, и как бы, ну, да, вот так. Ну, Вот так. я начал, ну, стримить, ну, 2 года тому назад примерно. Вот, ну, там, ну, 1,5 года, можно сказать, с периодичностью. И сейчас вот постоянно. 2 То года? есть вот Да. 2018 год я создал канал. Это получается сколько? 4 года? 3 года прошло, да? Да. 3 года прошло. Ну вот я вот ногу сломал, зарегистрировался, что-то там стримил, потом перерыв, потом я опять возвращался, потом перерыв, потом возвращался, как бы, и вот сейчас вышел на такой вот хотя бы один такой, ну, хотя бы одну игру там за 5 стримов я Resident Evil 4 прошел и как бы доволен этим. Такой, вау, вот последнее, что у меня было на канале, это прям вау. Ну смотри, сейчас я показываю стрим в стриме, как вам? Это вообще шикарно. Опять новый уровень. Опять на уровень. Да, ну, забудем, что разрешение там, ну, немного плохое стоит у тебя в Ютубе. У меня? Да, потому что я сейчас смотрю, у меня мыльно. Да, Ну, я мыльный. Я сейчас, мыльный. сейчас вот этим вот разрешением, ты знаешь, никого не удивишь. Я знаю канал 4К маньяк, у него разрешение в 4К, все вообще, там мега компьютер, вот это нанотехнологии, вот эти все, там все кипит, бурлит, его смотрят 4 человека. Ха! Как бы, чувак, ну и чего? Вот как бы, Ну, ну и мне ну и интересный что? контент тогда. Да, то есть, знаете, я что понял, если ты там, ты можешь себе поставить, я не знаю, там, компьютер президента, но если ты как человек не интересен, ну, всем все равно, какая, как бы, игра это вообще фон у стримера. У любого стримера игра это просто фон.
самое основное у стримера это чат и общение с чатом. Все, живое общение должно. Просто Иначе ну просто. еще, просто еще, что Nintendo мало кто стримит. И Нет, здесь можно, конечно, вот, на этом форсануть, но да, вот в Nintendo мало кто смотрит и стримит, и из-за этого вот ко мне периодически заходят люди. Ну, это на уже с- хорошо. на- Главное, что на что-то этом. движение есть какое-то, будешь продолжение. конечно, Да. конечно. Нет, мы поможем еще тебе с развитием канала, Вот. людей, подписчиков. Это не вопрос вообще. То есть, кто попадает ко мне на Discord сервер, ребята, всех поддерживаю, всех всегда продвигаю, стараюсь как бы контент. Ребята, в принципе, все адекватные, все отличные, все вообще прям вот как бы всем вот низкий поклон, то, что я действительно в интернете встретил адекватную такую публику, вот, несмотря на свою, вот именно на свою неадекватность, да, как бы, вот, я встречаю так людей, то есть, знаешь, как бы, вау, вот, ну вот прям вот легкое общение такое приятное, вот мы можем говорить часами. И это круто прям вообще. И вот любой человек, который занимается как бы своими каналами, добро пожаловать на Discord сервер. Ребята, выкладывайте ссылки, форсите себя, показывайте себя, рассказывайте о себе. Это очень здорово и замечательно, как бы познакомимся, посмотрим, поддержим, лайкосик, комментарий, там ссылку закрепим, ничего в этом такого. Это все занимает какие-то минуты, ну реально вот минуты занимает, а на самом деле человеку вот ты, ну, таким образом делаешь, какие-то положительные эмоции с ним делишься. То есть ты ему написал комментарий, поставил лайк, он такой сидит, ну блин, ну вот меня кто-то заметил, и он его это воодушевляет, и как бы это двигает, а ты со своей стороны такой, ну вот я молодец, как бы я вот это сделал. В принципе, это у меня немного, ничего не заняло. Ни времени, ну, то есть там 2 минуты каких-то, да, а по факту ты человеку сделал приятно, и он такой сидел там, да, грустил, что-то сидит, ковыряет, на кнопку жмет и не видит фидбэк, как бы, ну, обратной связи. И человека, как бы, знаешь, ну вот ну, меня никто вообще в этом мире не замечает. Ну, я никому не нужен, знаешь. И бывают такие личности, которые встречаются, которые, ну, говорят, ну, блин, ну, у меня вот, ну, я вот стримлю уже там 5 лет, и у меня на канале никого нет, и вот это вот, и ты такой, блин, чувак, ну, давай поможем, Вдохновения и он тебя. Да, драйвер. Вдохновения, говорю, нет. Да, Они да, начинают да. потом просто что расстраиваться, что посещений нет. И всё, Мгм. а это потом приводит к чему? Да, какие-то негативные эмоции, ну, в человеке зарождаются, вот эта вот негативщина какая-то в нем получается, и он такой, блин, ну вот я никто, руки падают, и вот это вот начинается как бы. Так что Я, всех добро пожаловать на Discord, вот здесь Веном, Драйвер, спасибо ему, кстати, за гигантскую просто поддержку, тоже в развитии моего канала, вот, это прям вообще офигеть, это очень круто. Я прям доволен и рад, что у меня есть такой друг, как Олег, то есть вот он всегда драйвер, да, он всегда помогает, помимо того, что он помогает морально, да, там где-то поддержит, вот, чисто там и в чат зайдет, что-то там напишет, и комментарий там со смайликами забубенит, это так, знаешь, я так с утра просыпаюсь, фига, там драйвер комментарий написал, и знаешь, у меня настроение совершенно уже другое становится, то Причем есть не я прям один. так, Стараемся. да, это вау, круто. Ну, как бы, дело, в принципе, было каких-то секунд, там, да, вот он посидел, зашел, посмотрел, Там ничего каких там, такого, ничего не ничего стоит уже. сложного, да, такого Да. космического, там, ну, на шпагат не садился, вот, и вот так раз, а у меня настроение уже такое, пушка, все, готов, заряжен положительными эмоциями, круто, делаем, Да. вот. И хочется как бы возвращаться. Дело, да, и так у меня так же самое. Если у меня вот, допустим, за 2 дня, вот, когда мы в пятницу пообщались, и вчера, и у меня, соответственно, вот тут 6-7 подписчиков пришло, а то и 8 уже, если я что-то сбился, извините меня. И, соответственно, это все равно приятно, да, если кто-то потом еще этот стрим когда-нибудь посмотрит, мне будет втройне приятно, почему нет. Я смотрю, некоторые стримы все-таки еще потом кто-то смотрит. Ну и вот как-то вот так оно, да, то есть вот эти вот лайки вот этого, да, там кто-то там жмется, но это ничего же, это же бесплатно все, во-первых, да, во-вторых, вот эти вот комментарии тоже бесплатно, они не кусаются, как бы, нам в помощь, да. Я да, говорю, ну, также потому что, эти лайки и комментарии помогают продвижению. да, потому что если они видят, что канал живой, YouTube, они, соответственно, твои дальше будут в рекомендацию пускать, это все просто. Да,
Да, как Так бы. что это как бы не в том дело, что там лайк поставил, там все, там, типа, мне там 50 евро должен, да. Дело в том, то, что Мгм. это как бы YouTube, он же смотрит там, то есть если у тебя видео загружено, у него 0 просмотров, и никто там в чат ничего не пишет, ничего, что не его будет дальше подкидывать. Из-за Да, этого зачем? у меня Когда некоторые, есть у другие меня каналы. видео на драйвер гараж, я его когда-то загрузил, оно, к сожалению, не совсем мое, но я его обработал чуть-чуть, все поставил, и с помощью комментариев оно взорвало весь мой канал. О, Одно видео, Вот. которое даже длиной не 3 минуты, оно вот. столько лайков, у него там комментарий, я уже сбил со счету, просто комментарий заходит, смотрю, если комментарий более-менее адекватный, ставишь там бых-бых, лайк поставил, там еще что-нибудь написал ему, все, тебе в ответку пишет, в ответку. И после этого видоса рекомендовать начинает YouTube мои другие видео, и соответственно это живет, этим живет канал, и все так каналы живут. Просто когда вот эти вот у тебя 1000 подписчиков там понабирали, вот эти покупали, смысл, если подписчики эти мертвые, если общения никакого нет, смысл, Да. объясни. Я Да-да-да. до сих Пусть- пор не пусть- понимаю, мы пусть- как-то вот слушали, на вот эти вот разговор был, и там типа, вот там, типа, можно купить подписчиков, смысл, ты их возьмешь, у тебя цифра есть, а просмотров как таковых-то нету. С чего будет тебе YouTube рекомендовать? Они алгоритмы поменяли за 2 года 5 раз, грубо говоря, и, соответственно, теперь у тебя в данный момент смысл у тебя этого всего, то, что ты должен, кроме того, что у тебя, допустим, как бы сказать, то, что, кроме того, что у тебя есть видео загружено, или стрим загружен, или ты делаешь лайв-стрим, как мы это сейчас делаем в данный момент, то есть Да. чат работающий, когда ты там не Да. один как пишешь, там, а у тебя О. еще кто-то пишет в чате. Ниндзя к нам пришел. В чат, кстати. Пишите еще. Привет, Вот, привет. Sketch Ninja, ура! Сейчас мы тебя, кстати, Вам покажем. прекрасного Мы дня. как раз уже Спасибо. Sketch Ninja, мы как раз до твоей темы добрались уже, слава богу. Да, и ты как раз зашел. Да, он Вообще вовремя зашел, огонь. пиши в чат, сейчас как раз мы поменяем. То есть это все живое, это все движущееся, оно должно именно вот так работать. Ну, как показывает практика. Я тоже поначалу не понимал много чего, и вот буквально месяц назад у меня на канале было просмотров, как у Чиканога, да, сейчас у меня просмотров в 3 раза больше. Потому что Да. все это Да. проводится через аналитику, через труд. Я смотрю, как, чего сделать, чтобы это как-то задвигалось. И потом я смотрю в аналитике, когда у меня хэштеги мои работают, они продвигают дальше просто тупо другие видосы. Все. То есть, в принципе, там ничего такого сложного нету. Надо, еще бы время на это было бы, да? А так, в принципе, Мгм. а так мы стараемся. Времени в последнее время не хватает. Тенге топ, Веном, согласен. Так, ну что, добрались мы теперь до Sketch Ninja. Sketch Ninja, раз ты нас слышишь, видишь, это отлично. Пиши в чат, пишите ему в чат. И я просто хотел, мы его уже канал представляли Да. полностью, целиком и полностью. Много кому понравилось. Я с ним общался летом. А За то сегодня время у него он- вышел за- новый видосик. Да, и сегодня, вот почему я сегодня его показываю, кроме того, то, что у него еще реально сегодня вышел новый видос. Так, ребята, И- отойду прям на минутку. И, соответственно, у него подписчиков-то прирост тоже есть. Я за этим наблюдаю. Как-то пообщались, и все нормально, все работает, все Да. движется в правильном направлении. Я еще раз ссылочку поставил его канала в описании. И сейчас хотел просто его видос включить, посмотреть. Я его начал смотреть, и потом все-таки думаю, нет, я лучше оставлю его на стрим. Соответственно, А, чтобы сделать обзорчик и тому подобное, и сразу же посмотреть, потому что если есть активность, и будет YouTube рекомендовать. да. Ну-ка, чуть-чуть. Слегка память. Так, посмотрим чуть-чуть. Я вспомнил.
его. Ты же его обозревал. Машинки сейчас нарисовать, значит, какие она может. Уже камеры, теперь посмотри, с другой перспективы уже. Да. Продвижение отлично, мне очень это нравится. Да, развитие у него, конечно, канала прям... Потому что, я говорю, я с ним общался летом так, с глазу на глаз. Я вижу, что наше общение дает свои плоды, и меня это очень радует. Потому что Ну, реально, после того, как мы пообщались, у него теперь, не буду врать, наверное, 60 плюс подписчиков, потому что мы его здесь продвинули чуть-чуть, там чуть-чуть. И, соответственно, в данный момент 97. А когда, я помню, мы с ним увиделись летом, было там что-то 30-33. 30, да, где-то в районе 30 у него было. Потом я сейчас показал 20. тебе его, и, соответственно, и вот последние егошние видосы, он уже тут, смотрю, начал перспективу менять чуть-чуть. Да. И, соответственно, вот пару фишек добавил с колокольчиком. Прикольно, есть свои плюсы. Так что, я считаю, это классно, работает, как бы молодец. Ну, прислушался, я рад. И это даст свои результаты, я больше чем уверен. Потому что чем он занимается, как бы, ну, это все-таки автомобильная индустрия, автомобили они еще всем как бы нравились, там, да. Он еще решил добавить еще одну камеру с другого обзора. Ну как он рисует. Да. Это тоже развитие. Потому что обычно сначала идет, ну, обычно все снимают на одну камеру и все. А дальше по мере развития все добавляют там еще камеры. Да-да, так оно и есть, потому что ты понимаешь, что, ну как, ракурсы, вот эти все дела, я тоже так же надо одну делал, потом я пару раз пробовал на 2 записывать, сейчас пока замерз на одной, но у меня в планах, чуть-чуть у меня планы другие, как зима покажет, все-таки фото поменять качество, именно качество камеры поменять, и все-таки буду, наверное, переходить на марку, которую знают все в мире. Слушай, нет, ну вот сколько я вот смотрю канал Sketch Ninja, да, вот техника, конечно, владения вот ну, на уровне профессионал не меньше. То есть как бы до таких высот, конечно, дорасти, но это надо прям вот иметь очень много терпения. То есть, да, как вот характеризует его канал, то есть, да, вот, ну, его как личность, да, это надо очень много терпения, это надо много очень усидчивости, это надо, ну, болеть этим, потому что, ну, по-другому никак, это надо именно этим болеть. Вот, именно автомобильной индустрии надо болеть, потому что разбираться в ней, как бы, да, и это вот как бы характеризует человека как личность, то есть это Sketch Ninja не просто, который человек рисует, просто рисует, да, а он именно вот выбрал такую тему автомобиля, который автопрому, которая интересна, в принципе, миллионам людей, вообще миллионам жителям. Вот. Немножечко, да, подтолкнуть его канал в нужное русло, дать немножко рекламы, рассказать, и как бы он будет, ну, то есть не то, что я говорю там в скором будущем, да, я говорю с уверенностью, что он будет как бы, вот он займет именно свою нишу, и этот канал как бы разовьется, и я еще буду смотреть на него снизу вверх. Это вот как так же, как я могу сказать про твой канал. Потому что у тебя тоже тематика. Я с ребятами разговаривал вот по поводу... у них игровой контент. Говорит, ну, блин, у нас как бы игровой контент, у нас игровая индустрия. Я говорю, ребят, ну вот именно что у одного игровой канал, у другого игрового канала, у третьего, у пятого. То есть у вас 40 человек, и вы тут как бы все по играм. Блин, ну то есть, знаешь, как бы... Ну, ладно, личности разные, да, там, манера поведения разная, там, вот, кто-то же заходит не просто на игру посмотреть, а пообщаться именно с стримером, потому что стример, он человек, как бы, который могут прийти за советом, которого, как знаешь, как к товарищу могут, как к другу зайти, вот, а у вас именно, что вот у тебя, драйвер, да, канал такой про путешествия, как бы, ну, не просто про путешествия, потому что этих путешественников тоже очень много, там, вот давайте осмотрим сейчас мотель, там, да, вот это вот все, а именно на байке, и это, как бы,
бы это дорога, это драйв, это такая романтика как бы своя, да, такая вот. изюминка должна быть. Изюминка, Да, ну, да, и моя- это Да, я вас быстренько перебью, пока не забыл. Просто у меня в чем вся изюминка моя, то что я сам такой многосторонний человек, ты сам наблюдаешь, мы с тобой общаемся сейчас плотно последние дни. И как бы кроме того, что там байк, это все дела, она будет и на авто тоже путешествие в будущем, я думаю. Потому что ну, просто вот этот шаг сделать, как бы было тяжеловато, что там на камеру что-то. Я вот последние пару видосов записывал, где я без байка, где я Да. просто пешком как влог. И Да, как бы да, я да. посмотрю, как это зайдет. Просто у меня канал, он реально он перемешанный. Я не зациклился на одном. Я Правильно. одного человека смотрел давно, он еще сказал, делайте, пробуйте. Если ты не попробуешь, ты не узнаешь, какой будет результат. И, соответственно, я пробую и смотрю по статистике, по аналитике, какие хэштеги работают, как вообще, какие видео смотрят, рекомендуют их или нет. Потому что один мне тогда сказал, тоже блогер, сейчас он добрался хороших высот за пару лет, то что он как бы, ну для меня высот, он сказал такой, ну типа, когда ты много разговариваешь на камеру, это заходит. То есть у меня поначалу там были с музыкой же, да, как бы больше, я мало Да. чего говорил, сейчас уже там больше, вот, если сегодня вечером, то завтра вечером выйдет следующий видос, где будет много речи, и я посмотрю, как это вылезет вообще на общую статистику. То есть у меня сейчас последние, ты посмотри мой канал, последние 10-15 видосов, они все вперемешку до такой степени, но каждый что-то должен там найти свое. Если он найдет свое, он может посмотреть следующее видео, будет рекомендованное ему моим каналом, я не знаю. Я Да. хочу как-то просто так-то спозиционировать, чтобы поработало. Да, правильно, правильно. Мы с тобой, как бы, я видишь, я тебе говорил, как бы, мне игры заходят у всех по-разному. То есть я с Веноном общаюсь, там, допустим, о чем-то одном. Мне может, его ихние, как игры, они мне как ретро интересны, потому что я некоторые из них когда-то играл сам на Денди. У тебя, Да. допустим, мы сейчас там общаемся, некоторые там, ну, просто вот у нас, большинство у нас тупо общения, потому что не всем мне эти игры нравятся, допустим, да. Там, и вот так вот со всеми по-разному, да. Некоторые, я смотрю, там у них технические какие-то вопросы спрашиваю. У нас сейчас вот до того дошло, что прям, ну, в личке больше общения, чем здесь, но здесь тоже как бы надо, чтобы было, и вот так вот, многосторонне, многоградно, я, поскольку сам многоградный, да, и я думаю, я решил это попробовать, просто один канал останется библиотека, а здесь посмотрим, ну, то есть оно уже, здесь переходит, изначально было мото, но перешло это все такое, знаешь, влог, то есть у меня сейчас будет абсолютно, ну, много, скорее всего, будет там, не знаю, с жизни много, кому что интересно, как мы здесь живем, передвигаемся, Да. потому что, Да. я говорю, вот как я всегда, когда мы находились там тоже, ну, интересно было, как, где, кто, как, чего. Но раньше мы этого не могли увидеть, посмотреть, поскольку не было Ютуба такого, интернета не было. То есть сейчас это все доступно намного, то есть человек с Владивостока может посмотреть, чем я здесь занимаюсь. Вот это вот фишка. Мгм. То есть когда-то, 20 лет назад, там, допустим, это невозможно было представить, когда там 23-4 года назад YouTube стартанул, все такие, да кому это надо, кто это будет смотреть? Сейчас Ага. это одна из самых зарабатываемых площадок, столько рекламодателей вливают сюда монет, чтобы это все процветало. Это просто, я как-то один раз смотрел статистику, сколько в день здесь заливается видосов на YouTube. Я тебе сейчас скажу, это страшно просто. Я сейчас уже это не помню, даже цифру, потому что я сам напугался от этого размера массы вливания. А потом я такой думаю, блин, ты представляешь, я короткие видосы заливаю, они там по гигабайту, по 800 мегабайт, в зависимости от качества. А еще Алло. каждый наш стрим, а есть люди, которые заливают видосы, у них там 10 часов стрима есть 4 часа, есть сутки. И это все же надо ж тебе где-то хранить, представляешь? Вот Да. это вот жесть. Вот это да, это Да, работа, об этом, сильная вот, работа. понимаешь, вот именно об этом мало кто задумывается, а ты представляешь, вот какая гигантская вот эта пропорция вот этого всего, вот этой мощности, это же должно где-то все храниться, собираться. Да, Ужас. за это надо все копеечку как Да, бы так отдавать. тебе надо, чтобы это все охлаждалось. Представь, сколько там миллиардов терабайтов, там, я не знаю, памяти. У тебя вот твой, блин, 3-часовой стрим, как ты думаешь, сколько он повесит там по этим гигабайт, сколько он отдает? Только ты. Да, А еще сколько да. таких умников, которые там стримят, сидят сутками напролет, и, соответственно, это же все собирается, да? Да. Просто, когда ты База, начинаешь... база, это прям база, конкретная база. Страшно. Ты вот
сам у самого, допустим, жесткий диск 200 гигабайт, как он быстро заполняется, да? Да вообще просто. Да, в лёд. когда первый компьютер купил, 200 гигабайт это было предел мечтаний. Сейчас 200 гигабайт у нас уже флешку можешь купить. Представляешь, какая разница? Телефон. Это просто стандартный такой Да. В рядовой стандартном телефон. телефоне уже терабайт один, представляешь? 1000 гигабайт. Я извиняюсь, я немножко застрял во времени. Да, ты что-то, ты ретро-телефон мне рассказываешь там? Да, что ты опять... Что там? Что за ретро? Что за классика? Вы про кого? Я Вы не- люблю класть. Ты не про Nokia? Да, 3310 сразу. Вот Змейку, да. 3310. Кстати, у меня 3410 есть в рабочем состоянии. Если его заряжу, он еще будет целый день работать, аккумулятор, представляешь? Он будет еще работать целую вечность. Оригинально. Развалит человеческие цивилизации, вот, его прилетят на пустую выгоревшую планету инопланетяне, вот, они достанут это и скажут, Да. фига ты. Это что это за устройство? Да, оно еще и работает. Помнишь, раньше нас пугали марсианинами, помнишь же? Да. А сейчас будет за телефоном за Nokia 3410 прилетят не марсиане, а которые эти со сникерсяне. Что-то новенькое, да? Сегодня много полезной и бесполезной информации к вам придет. Да. Так что такие вот дела. Я что-то, к сожалению, в чате, к сожалению, немного народу. Ну, по крайней мере, сколько есть. Кто не пришел сейчас, посмотрит потом повтор. Да. И Так. не забывайте, ребят, кто будет смотреть записи, обязательно проверяйте описание. Это не так долго времени зайдет. Вот, начало стримов, это, как всегда, какая-то настройка, поэтому вот во время вот этой настройки 5-10 минут у вас свободного времени есть, вы можете зайти в описание, походить по ссылкам, потому что YouTube никогда не позволит выложить какую-то ссылку, которая там украдет данные или что-то еще. То есть можете безопасно, свободно переходить в описание по каждой любой ссылке, вот, смотреть. По-любому вы что-то для себя найдете интересное. То есть не стоит зацикливаться на чем-то одном. Нет, развиваться. Надо развиваться, расширять свои грани, мир познавать, потому что мир — это не только 2-3 города и 2-3 страницы. Это большой-большой мир, где на самом деле 150 миллиардов человек. Ну, то есть, это очень много, ребят. Это очень много. Так, камеру вот. чуть-чуть меня видно на весь экран, нет? Что, не видно? А нет, ты что-то куда-то это... У нас же, скичнись я пока вам еще. напоминаю, дорогие еще дамы и скичнись. друзья, у нас задержка километровая. Да. Так что вы на этой дистанции не покидайте канал. Я сейчас вам еще кое-что покажу. Так, Так, ну что, тем сегодня было немало, да? Привет. Это что было? Егорыч. Стоять. Пошел. Кто там был? Удачного стрима. Чеканок, Давай, блин. Кто-то зашел и вышел? Или это болеющий? Нет, сказал? я его просто перекинул, чтобы он тебя не перебивал, и ты был спокоен. Сидоров он. Да, Сидоров был. У него громко так микрофон прям сразу бам. Ага, ну я мог бы написать на самом деле в чат тебе, да? Да, Знаю, Сидоров. что здесь. Мог Мы бы написать в чат и все. Мы все здесь, вас ждем. Класс. Так, Скетч Ниндзя, Класс. спасибо за комментарий. Еще раз тебе вот так вот поставим. Сюда вот ютубиков таких много. Так. Да, у меня фишка канала — это коты в коробке, вот. Все коты следят и смотрят за твоим каналом Sketch Ninja, так что Да. не переживай, без поддержки не оставим, будем рекомендовать друзьям. Рекомендовать. И я думаю, с такой рекомендацией завтра у тебя будет 100. Классно будет. Ну, да, было бы. Я ему еще давно это говорил и хочу, чтобы это произошло все-таки, чтобы у него была 100, и мы сделали ему нормальную человеческую ссылочку, такую, как у нас теперь, да? Да, Я сколько тебе говорю, давай сделай, потому что мне вообще это не нравится, когда там эти буквы километровые, не понять, что за цифра пи такая, Да. знаешь, такая. YouTube комы там 3-4 и поехала, Б, В, С, Х, Б. Непонятно, что за дела. ХСС, да. Да-да, Ничего. да-да. О, геймер-профессионал, ура! Геймер профессионал. Ура, пришел! Я ж только что про Ну, него прямо. говорю, что вот, играет, тыры-пыры. Да, ссылочка в описании. Да, смотри, сейчас что делаю, чеканок, смотри, может, будем переходить на новый уровень? Да, мы будем переходить на новый уровень. Развиваемся. Ну-ка-ся. Да, В чего чате там? что-нибудь напиши. В чате я здесь. Чпонь.
Я вот здесь. Опа, все, я в коробке, мне уже страшно. Спасибо. Че, вы назначили модератора, модератор помогает безопасную и доброжелательную атмосферу общения на канале. Вы можете развлекать гостей канала, временно дарить ему любовь и ласку, вот, и как бы, да, и делиться, пожелать позитивными эмоциями. Супер, супер, да, но на самом деле мне говорят, что я могу удалять недопустимые сообщения, временно ограничивать пользователя, знаешь, как бы власть дали, все, власть дали. Да. Мне власть дали. Тебе знаешь, как это называется, пана? Мандат. Мандат, да. Все, у меня власть не дали. А чё нету? А, во, есть, все появилось. Хорошего вам настроения. Геймер, спасибо. Геймер, пожалуйста, остановись. Тормози, сейчас к самому сладкому переходим. Ты как раз прям на... Ты на прям десерт. вовремя пришел. Мы, к сожалению, ты не увидел других тем, которые мы показывали. Вернись, Да. потом посмотри повтор. Там, если ты любишь что-то такое двухколесное, я думаю, может быть, что-то тебе там понравится. Да, советую сразу переходить к фонарику. Да, Прям фонарик. вот Вот смотри, фонарик. человеку понравился фонарик, а я все-таки, я в Фонарик. душе Джеймс Бонд. Да. Потому что когда Джеймс Бонд, у тебя хорошая техника, костюм и девушки. Да, а еще Мартини. Да. Грешитель не вперед, когда они говорят, помешайте, типа, да? Да, взболтать, но не смешивать. Да, взболтать не смешивать, по-немецки говорят, грешитель не вперед. О, Да, у тебя О. сразу два в одном сегодня, и по-русски, и по-немецки. Короче, ага. так, с этим мы разобрались. Я сейчас чуть-чуть экран побольше сделал, скетча чуть-чуть там. Сзади у нас хинтогрунт. Пускай рисует. На пускай заднем рисует. фоне пускай он рисует, то есть у нас Пускай будет объявление в рекламе, там ТДП, но это все потому что я так захотел, а не потому что кто-то мне деньги заплатил. Видали? Как я Да, делаю? вот Да, она, понимаешь? Россия щедрая душа, вот она, Мы, душа-то. да, А? вот мы делаем потому, что это нам нравится, а не как некоторым Да, проплатят, да. они это делают, потому что им это деньги за это заплатили. Мы делаем это по совести, чисто от души, на основе. Да. Так, теперь я исчез. Я сейчас вам включу следующий ролик. По поводу вот это, за деньги, короче, историю мне тут рассказали. Парень, в общем, заплатил какому-то стримеру там немыслимые деньги, 60 тысяч рублей, типа, вот. Да, И да. за подписчиков, типа, да, за рекламу. Красота. А вот знаешь, сколько ему подписчиков пришло? Ну тогда Вот, говорили, вот, да. Что Да, 6 человек, как бы. Четко. Вообще отлично, вообще отлично. Давай. Реношечка, хороша. Слушай, ну очень красиво, профессионально рисует. Это, ну, это прям талант. Это талант. Это как у геймера профессионала получается игры проходить на высокой сложности, да? Как бы, ну, это надо, это либо есть, либо этого нету. Ну, Да-да. как бы, знаешь, ну, я вот так думаю, но на самом деле тут кропотливый труд, человек сидел, трудился, делал, и Учился. вот, как бы, да, как бы, палка-палка и кружочек получился, и человечек, да, вот, у него он дошел вот до такого уровня, что, как бы, приятно смотреть, все очень, как бы, Видишь? эффектно появляется драйвер. Я, короче, теперь видишь, мое кресло А где занял. драйвер? Я вижу только коробку какую-то. Да, вот мое драйвер? место в кресле заняла твоя коробка, прикинь. Чисто стрим на картах. Да, Да ладно, Вот. это все где? Ну ты да. А, Пиши. Охренеть! Ты ори в чате, что ты орешь в микрофон-то? Да. Короче, Э. вот сейчас у нас задержка офигенная, я вижу страх в ютубе, потому что я тебе говорю одно, там показывают еще 30 минут назад. Короче, вот этой большой коробке был когда-то мой компьютер, который сейчас вот помогает нам проводить стрим. И первый раз стрим на картах, надо было мне так и написать ссылки, ну ладно. Короче, здесь внутри чуть-чуть спрятано, там пару ништячков. Завтра вот это все отправляется на почту. Да. Да.
Да. И потом, короче, мы Дай, это поцелую. и потом, короче, будем сделать вот так. Сейчас мы сделаем так вот, да. Офигеть. Что-то у меня уже, слышишь, у меня уже что-то давление полезло вверх. Да, давление вверх. Фу, Так, туда потом, давление короче, ушибает. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А жарко стало. Короче, Работа. такие вот дела. Вот эта вот штучка, там внутри, кроме того, что там еще есть бумага между картонами, чтобы это все так более-менее сильно не тряслось. Ну-ка, попробуй. Тяжеловато стало, я боюсь, конечно, что будет завтра на весах. Я надеюсь, чтобы на весы ну, по размеру все пошло. Мне не сказали там платить за нее до хрена и больше, значит придется перепаковывать или еще что-нибудь. Но меньше ее запакать уже не получится. Ой, Да. И там ой-ой-ой. ни для кого это не будет секретом. Там раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук. 8 штук? Да, 8 штукенций. И пакет под номером 8, он состоит из 2 частей, я их склеил между собой скотчем. То есть это вообще, это если в принципе это 9, но 8 пакет, как бы он состоит из 2, это одно целое. Как бы они одно без другого не может жить. И соответственно, в одном пакете, ты знаешь что? Я подписал цифры, но на пакете не написал, что внутри. Ну там я чуть-чуть так, чтобы радость приносила, чуть-чуть сладостей. А все остальные, конечно, они в непонятках, да, для тебя. Ай-яй-яй-яй. Что там, чего там, как там, зачем там. И только пакет номер 1. Пакет номер 1. Пакет, что не пишешь? Чё это? Ой-ой-ой-ой. Пакет под номером 1. Он как бы должен открываться первым. Заранее уже предупреждаем всех. А все остальные пакеты уже там. О, все, скетч, спасибо. Кетч, мы сейчас слышь, тоже будем тебе тоже закругляться. взаимно. Будем сейчас закругляться, потому что все-таки воскресенье, надо еще другие дела делать. Конечно, Но мы уже конечно. решили сегодня добить это все дело. Соответственно, номер 2 по 8 будем потом в чате, в живом общении выбирать, чего, куда, зачем и почему. Когда, чего, как Вау. открывать. Он вчера вообще идею кинул хороший, Чиканок хочет один пакет оставить на 1 ноября, я его понимаю, я это тоже хотел предложить, но он сам до этого додумался, то есть один из 8 он оставит на 1 ноября, и там уже номер 1 он будет должен открыть первым по закону распаковки. Хэштег распаковка у него будет, он будет делать стрим, каждый стрим открывать один пакет, ну Да. и вот как-то так. Так что, надеюсь, через несколько недель он нам по стриму покажет вот эту коробку в такой же целости и сохранности запакованную, и мы с ним вместе будем все вживую вскрывать, смотреть и радоваться, что он радуется. Да, ребята, блин, делитесь позитивными эмоциями. Вообще Самое просто. классное будет настоящие эмоции, потому что он реально, он видел только совсем вот так вот чуть-чуть ему показал, потому что это нельзя было скрыть, а все остальное он в принципе даже не в курсе. Я думаю, что он догадывается, но в большинстве как бы это все вот так вот сделано, то что он не знавший ничего. Он все это просто будет потом при нас всех. Главное, чтобы здоровье не подвело, чтобы он это всем там пользовался и, Ты соответственно, драйвер, ты главное скажи мне, грузчика с собой брать на почту или как? ну я думаю, наверное, придется, потому что тебе тяжеловато, наверное, будет, и лучше какого-нибудь там друга, пускай тебя привезет, заберет, и, соответственно, чтобы дотащил коробку. Я завтра, когда сдавать буду, в принципе, на мессенджере поставлю, тебе фотку скину. Да, ты уж скажи, а то мало ли, правда, мне не одному придется. Я, конечно, в шоке, драйвер. Не, одному вообще, тебе огромное, что будет отправишь тяжеловато такие ее фотки. тащить, честно, да, я думаю. Потому что, не знаю, 6, может, килограмм 8, какая она, не знаю я. Но она, по крайней мере, она уже и размером побольше, да, и увидишь. Да и в этот раз я еще тут фантазии чуть взял этот маркером, взял, на некоторых там хэштеги понаписал, но это ты все коробки будешь потом показывать нам все. Обязательно, Ты обязательно. увидишь, как они там размаркированы, расподписаны, и
хрен знает. Посмотрим, к чему Ну, это всё- как получу все фотографии сначала в Дискорд, вот как получил, как донес, как поставил. Вот, Да, и потом полностью уже он может потихоньку. там, короче, историю, да? Можешь коробку Да. по отдельности потом нафотать, как тебе удобно. Да, потом все. Потому что они абсолютно разного размера, разная емкость, подписаны там, запакованы. Эх, как-то так. Вот получается, когда в августе был первый пакет, правильно? Да, Вот август. да. Вот я вот, как только он получил пакет, мы смотрели распаковку, и уже родилась следующая идея. Я буквально через пару дней начал опять закупки проводить контрольные. И вот потихоньку, и вот там чуть-чуть услышу, здесь чуть-чуть возьму что-то, там что-нибудь увижу опять новенькое. И вот так потихоньку насобиралось. Было изначально так бы на 5, чтобы типа около недели это было, но нет. И пересылка дорогая, то есть смысла нет отправлять чуть-чуть, лучше чуть больше, но один раз. Это запомнится надолго, и, соответственно, у него будет и много контента. Кроме этого, то, что он получается не один стрим, да. То есть каждый пакетик это стрим. То есть Да. он не может открывать за раз-два. Так что нам набраться на терпение, ему тоже. Ну и, соответственно, увидим, что будет. Так, я сейчас Мгм. поставлю его. Опа. Блин, вообще огонь. Драйверыч, ну блин, огромнейшее тебе спасибо вообще. Прям огромнейшее тебе спасибо. Ну, я хотел его, видишь, отправить хотел его пораньше, но, к сожалению, у нас тут с этими с Ну, почтами как там говорится, тыры-пыры. поспешишь, людей насмешишь. Не, ну Поэтому и сейчас лучше- я просто знаю, как это чуть-чуть работает система, я же тебе говорил. Так что Да. завтра все будет нормально, и чтобы, ну, как бы, у меня только здесь в этом плане только одна была такой, как сказать, задумка, чтобы, ну, хотя бы это еще, чтобы ты получил в октябре, Да. понимаешь? Ну, потому что пока ты все откроешь, чтобы они дошли, как бы, ну, и до 1 числа, чтобы, да? Да вообще огонь. Вообще огонь. Потому что день рождения ж только раз в году. Я Да. надеюсь, Надо очень. выберут-то нормальную, чтобы не получилось так, что это на распаковке у тебя что-нибудь шикарное будет, а потом откроешь такой на день рождения. Ну, блин, такой, да, типа. Ну что это такое? Ну, Да, не картон- могли другую, потом будешь на подписчиков потом гнать, скажешь, не могли другой номер сказать, да? Да, ну вы чё, вообще что? Я Да, отпишу от канала. пишу, да, я за вам, Сам отпишу. да, я тебе уже заранее, смотри, я тебе ж скинул пару пакетов, да, с номерами? Да, да. Вот последний раз я тебе тоже, мне кажется, ВКонтакте было, вот я сейчас скинул в чат, видишь, Так. ну я думаю, Да. эту цифру можно и оставить на день рождения. Да? Я думаю, да. Думаю. Поскольку мне память так вот припоминает. Топор? Топора будем ставить на день рождения. 7 волшебную. Она реально волшебная, но как бы 8, но я думаю 7 все-таки это будет именно то, что можно ассоциировать именно с этим праздником, я думаю, потому что это будет ну, нормально. Потому что они как бы, по сути, если бы мне бы такое дали, я бы сказал, нифига себе, ну как бы они все, каждый из этих пакетов чем-то хороши, да? Да. И... Да нет, все равно, знаешь, как я коробку-то вот первую, да, посылку, я ее никуда не дел, а она, то есть она у меня в комнате стоит. и, А, знаешь, коробка еще периодически есть, мне да? глаз падает, и я такой, вау, знаешь, вот такие эмоции, как знаешь, вот в первый раз такой, блин, ну нифига Так она себе, маленькая еще. Ой, как бы вообще, как бы вау, нифига себе, это вообще, это первая посылка в моей жизни, то есть Ну у меня вот. раньше с почтой вообще никаких, то есть кроме каких-то штрафов там и предупреждений, каких-то еще какой-то хрени, ничего не приходило. Ну и дотации там, да, получаю там за газ, за свет какие-то Да. копейки. А вот больше каких-то ассоциаций с почтой таких нет, а теперь такой, блин, нифига там, вот почта там, да, вот посылка откуда пришла, и Ну пришла да. в целости, сохранности, кстати, вот У за нас- это тоже можно как бы, да, сказать, ну, Конечно, блин, конечно. наконец-таки вы У нас начали все через работать. почту. У нас все через почту. В Германии, если почта станет, тут будет такой хаос, ты даже представить не можешь. Да, обалдеть. Я пакетов сколько получаю в неделю иногда, если там, допустим, мопед ремонтируешь, реставрируешь запчасти, и когда я Peugeot делал, сколько я всех Тонну, покупал да? вещей, это все
каждая мелочь, все приходит отдельно запакованное, все по почте. И представляешь, я вот покупаю в обед, и на следующий день в 10 утра у меня уже дома запчасти. Обалдеть. Потому что у нас Да почта ладно. работает мгновенно, это надо. Ты что, кровь с носа? Не дай бог. Да, И у меня да, получается обалдеть. каждый пакет же у меня же сам все, я же могу следить за ним, да, у меня там это в приложение все. Трекеры. Да, все абсолютно, я могу знать, где она находится там, в тот или иной момент, да. Обалдеть. И я тебе скажу, вот эта коробка с-под этого, то есть я тебе ту коробку отправил с ноутбука, там была, а эта коробка с ящика, то есть с этого, да, с компьютера, и, соответственно, Системник. ты возьмешь ту коробку, ставишь в эту, потом вовнутрь, чтобы хранить, знаешь, коробка в коробке. Будешь смотрешки так и хранить и дальше. Да, да. Пока они будут да. пустые, но ты их вставишь, как бы, ну, пускай будет себе это устраивать, как бы. Вообще. Я запаковал, там на коробке нарисован же компьютер, как бы он там, который там был. И я его так маркером перечеркнул, написал no computer, да. Не компьютер. Вообще Да. не А то компьютер. потому что люди потом будут такие думать, ну чё, типа там, да, надо его вскрыть, посмотреть. Это же любопытно и бывает, Варвара, да? Я надеюсь, что все хорошо Хватает. пройдет, нормально, что это все дойдет, четко будет, потому что, ну, это будет прикольно. Ну, держим кулачки и ждем. Держим кулачки и Всё, ждем. да, Что ещё? следи за здоровьем, так что теперь стрим не каждый Ух. день, а 2 раза в неделю стрим делай, не больше. Теперь надо следить за здоровьем, потому что тебе много сил понадобится и энергии на потом. Потому что Да. это реально не так просто. Мне не просто давались первые пару стримов. Сейчас я не знаю, как тебе идет, не идет. Нормально же вроде, да? Да вообще отлично. Не, молодец. Я прям вот смотрю, Потихоньку. ты уже более раскованный, свободный Да, стал. уже Ну, как бы легче чуть-чуть, да. Ну, как легче, бы конечно. первый раз я такой, чего? Вы чё, типа, да, как-то. А чё говорить? А чё не говорить? Да? А сейчас более, конечно, это твой канал, как бы, ну, основные правила есть, но как бы ты здесь как бы главный, ты здесь хозяин. Ну, вот так вот. Ну вот так и прикольно, я, Вот. получается, сам тут делаю свое телевидение такое, у меня получится. Да, Типа, своя там, сам студия. телеведущий, у меня тут свой телеканал, и сейчас, когда я вот сижу такой, думаю, блин, кроме того, что мы тут с тобой сидим, то есть у меня же еще это ВКонтакте Мгм. идет же у меня еще и в Twitch, Твич, да, я вот на Твиче сижу. кто не в курсе. Его, получается, я смотрю, сейчас у меня на Ютубе 2 и в Твиче 2. Класс. Ну, пускай хотя бы так. Пока статистика Ну, такая. я здесь еще, да. Ну, я смотрю, вот Twitch реально, вот с задержкой Twitch прям молодцы, они могут. То есть у них там намного быстрее это все работает, YouTube чего-то, да. Вот, написал. Ой, супер. Да. Ой-ой-ой, Я нифига себе. везде, кроме, конечно, я везде сижу. Красота. Ну а как еще? Как еще? Смотри, Ну, у меня надо тут даже поддерживать. 5 подписчиков стоит, да, в Твиче, офигеть. Да, дружище, ты как хотел, Мне конечно. как-то это пришло там, ты такой, о, чего там, что-то меня уже спрашивали, я такой, говорю, как так, я ж не ожидал, да? Причем, ну, как бы это все вот как есть там на добровольной основе, никто ничего никого не просил, все так есть. Вот смотрел кто-то, посмотрел, подписался там, Ну, почти как новый. супер. Почти. Пускай работает, Супер. вдруг кому-то пойдет, соответственно, хватает народу и почему нет? Потому что я вот сам на Twitch как-то на этом вот так скептически смотрел изначально, сейчас в данный момент я посмотрю, у нас как немецкие товарищи развиваются, и это прям что-то, да, некоторые прям уже для них это стало реально нормальная работа, зарплата, то есть они там, есть у нас человеки там, которые там, допустим, каждый день у них стрим, Угу. в определенное время. Есть, которых там 3 раза в неделю, ну, по крайней мере, это ему ничего не мешает зарабатывать там хорошие деньги. И как Да. бы, и я один сейчас вот поднялся, то есть он пытался все на телевизоре подняться, да, и не получилось. Теперь он на Твиче поднялся, его позвали в телек, прикинь. А, да, есть такое. И Да, он по да, телеку это вел да. передачу полгода. Это представляешь, там, а там-то зарплата другая, ну как бы он на Твиче Другая. он на Твиче начал зарабатывать, как бы тут здесь такое, да. И я думаю, ну классно, да, и все такие, вот, типа, да, он там 15 лет пытался назад, типа, его там все, что тебе там надо, да, что ты тут хочешь. Угу. А здесь как бы он, видишь, как все получилось наоборот колесо. Так как в России блогеры, которые в телек не брали, они начали на Ютубе вести, и до того хорошо вели, что их взяли как бы опять в телек, да, как бы такие вот случаи. Говорю, а почему это все идет? Потому что это идет
Статистика, Это да, скутер то по есть дешману. они же, Да? они Ну, же я смотрят также по статистике, могу- по вот этим просмотрам, зарабатывают, так как и на ютубе, как большинство, да. Чтобы кайфовать, Только когда на телеке зарплата погода больше такая изначально. хорошая, кайфовая. А здесь это все такое от рекламы зависит. Ну, от на тебя телеке у зависит. тебя еще и ограничений больше. Тебе дают Да, тему, вот. да. А здесь ты сам себе и автор, Здесь ты здесь сам ты сам себе, себе и режиссер. да, форум Сам на себе режиссер. Твиче. Да, здесь ты сам себе режиссер, как раньше передача была. Вот это Мгм. мне здесь и нравится. То есть в данный момент я сейчас делаю, как бы, что мне нравится. Ну да. Вот я сейчас, мне это я вот сейчас все показываю, это как бы мое. Что я придумал, что я захотел. Да. И, Сейчас вот свой э, байк отмыл. Да, ты еще смотришь, когда я мою, да? Сейчас тебе прикол. Да, не, вот все сел, поехал. Да, вот видишь, смотри, сейчас я же поставил, я тебе говорю, унтертитул, вот эти сабтитлы поставил, Да. как по-русски называется, блин. Никакой сути Титры. дела. Суть дела в том, то, что Вот, сейчас я включил, видишь, там по-немецки написано. поставил вчера ее на учет. Сейчас будет на японском. Двухколесный такой, скутерек. Да ладно. 125 А я же сделал, у меня кубов. есть видосы, там по 30, по 40 субтитров стоит, да? Поставил вчера на учет, наконец. Зато я Понял. смотрю в аналитик просто, с какой Уже страны мне люди бедно. смотрят, и, соответственно, 3 я месяца ставлю без титры. дела стоял в гараже. Вот, смотри, Ну японский как? включил, смотри, сейчас Он, в будет видос. принципе, выставлен на продажу. Видал? Я его поставил Классно теперь же. наконец-то на учет. Да вообще огонь. Короче, последний маленький бонус, кроме твоего пакета. Пакет твой у тебя бонус 8-кратный, как все поняли, да? Все, кто не, Вообще просто все, кто не огниво. понял, можете зайти потом посмотреть. Говорю всегда, Повтор. ребят, В данный момент идет ролик на канале. Этот ролик я записывал летом. Вышел он, я не знаю, сколько, пару недель назад, наверное, да, вышел он. Я сейчас уже не помню точно, но дело даже не в этом. Дело в том, то, что у меня новость, я этот скутер продал. О, поздравляю, ура, красава, Скутер молодец. этот ушел, и, соответственно, спасибо. И это, соответственно, вот эти все финансы, как бы это все идет на следующие проекты, то есть на будущее, развиваемся вперед, да. Потому что на это все, что я чем сейчас занимаюсь, меня подвинули несколько передач. Я за Махинатор, есть такая передача, где англичан тогда ремонтировал машины, покупал, продавал. И он так за несколько лет с маленькой тачки допродавался до Porsche. Ого. Они ремонтировали, продавали. Не всегда выгода у них была, как и у меня. Я тоже не профессионал, все учимся на месте. Да, на своих ошибках. Да, у меня, допустим, иногда вот бывает, я вещи продаю, я хорошо выигрываю. Сейчас вот я продал этот скутер, я на нем поездил что-то месяца 4-5. Я на нем много не выиграл, пускай дальше на нем люди ездят, радуются. Как бы, дело даже было не выигрыш. Я его купил, отремонтировал, сделал с него нормальное состояние и продал с чистой совестью. Да. Да. Это самое главное, вот, то есть я продаю как бы, ну, не хлам. Именно что я беру хлам или беру где-нибудь, где вещь, которая просто дешевле рынка, недоработанная, я дорабатываю, сам на ней чуть поездил. В данный момент я еще и, получается, еще кроме того, что ездил, еще и записываю контент. Ну и, соответственно, вот вам, пожалуйста. Также у меня вот Peugeot, который я первый начал, в принципе, записывать, вот этот вот, где Чеканов, в принципе, увидел, когда начал ремонтом заниматься. Это, этот скутер, я когда вот его снял ролик, когда ролик вышел в интернет, что я делал ремонт на нем, он уже был давно продан, если что. Да, когда ты ролик увидел, у меня этого скутера даже уже в гараже не было. Уже не было, Нет, да? нет. Слушай, круто. Нет, а я с тобой познакомился, да, вот ремонт скутеров. Ты Я мне, был, я потому что делал рекламу, я свои ссылки раскидывал в ВКонтакте, в разных группах у геймеров, там я это увидел в Ютубе, мне посоветовали, короче, чуваки, я такой, ну попробую. И после этого мы начали общаться. Вот это Да, сейчас да, второй да. ролик идет, я вот сейчас этот скутер продал, на нем я много не выиграл, на Peugeot я выиграл, и когда потому что там в том году у меня было так повезло с финансами, я за раз купил, за 2 или 4 недели прошло, и за это время я купил сразу 4 мопеда. Ху-ху-ху-ху-ху. Теперь получается из 4 уже 2 ушли. Сейчас я, конечно, Да. его загрузил. То есть Peugeot ушел, и вот этот вот 125 Carex, который сейчас Вот вы это видите. подъем. И вот этот вот эти, они два, ну и как бы хобби, да, я их брал ниже рынка, у всех какие-то были косяки,
Peugeot, можно сказать, я его взял, он был чуть не умерший, но я люблю эти скутеры до ужаса. Почему-то до сих пор еще и не знаю, с чем это связано. Влюбился я в них один раз, то есть я увидел этот Peugeot в таком страшном состоянии, мне было его просто тупо жалко. Я его отреставрировал, и он выглядел просто шикарно потом. Делал я это Офигеть. 2 месяца. Мне даже, если честно, это был первый раз, наверное, когда я жалел, что его продаю, потому что я на нем сделал столько всего. Я его до каждого шурупика разобрал, там в конце концов итог. Можете посмотреть на канале, как он выглядит, да, когда он сделался. Это не реклама, это просто Как он работает, как он выглядит оптически, то есть у меня даже фотографии есть, когда я его покупал, как он оптически тогда выглядел ржавый, такой грязный, весь корябанный. Там много работ произошло, и я старался все это держать в более-менее нормальном бюджете, чтобы хоть какой-то был выхлоп от этого всего, да. Ну и, соответственно, да. я Peugeot, в принципе, я его когда отремонтировал, отреставрировал, то есть свои силы, чуть-чуть в него пришлось мне вложиться, но я все равно на нем там несколько сотен евро выиграл. Уже приятно. Но было, это реально было, наверное, первый раз, когда я продавал скутер, и мне неохота было продавать. Ай, жалко, да? Прям Да, жалко. но Расстроил. понимаешь, как бы это все же временная вещь, как бы, ну, то есть я хочу двигаться дальше, ты не можешь взять один и по нем записывать постоянно один контент. А так, если я буду скутер менять, вот, контента будет бесконечно идти, все время что-то новенькое, да? Ну да. Тогда будет всем интереснее. А так, конечно, да, то, что вот там, ну вот так вот, я имею, то есть, я бы сейчас вот записывал на 125 типа ездить 2 года, и кто бы эти 2 года посмотрел одно и то же. А так я просто с скутерами разбавляю мои путешествия, сейчас еще начал пешком записывать и так далее, и так далее. Слушай, А как не- побольше города и историй про город. Очень интересно в плане, где живешь, как бы, как развлекаешься, как досуг, Да, магазины, это... еда, вот это вот все. Это как бы это входит еще тоже в часть путешествий, да, чем там заняться, там какой-то, не знаю, там может быть какой-то молодежь какой-то расспросить, как им здесь живется, да, либо там у пожилого гражданина каком-то тоже поинтересоваться, давно живет, то есть какую-то истории как бы города, где ты живешь, это же, блин, Это я это сделаю, круто. но именно сам у людей насчет этого они как бы не настолько так открыты, как, допустим, где-то в Москве, которые видят ютуберов-инфлюенсеров, да, где там их каждый может интервью дать. Такого как бы здесь резко не произойдет, но, по крайней мере, то, что город я записывал, уже у меня на другом канале есть несколько видосов, но там просто тупо вот проехался и все. Я погода как будет в следующее время, я возьму камеру, ну или даже просто на iPhone, качество позволяет, просто пойду как Да. влог запишу про город, где я живу, что у нас интересного есть, и все. И это будет, думаю, прикольно нарезка. Да, вообще. Просто Вот тогда я... вот, когда мы с тобой в Дискорде погуляли, да, ты город мне показывал. Да, я вот тебе мы с тобой показал, в помню. принципе, уже неплохую часть, но есть еще много чего, что я как бы не показал, потому что у меня... Это просто я шел домой мимо и показывал тебе, что там есть старенькие. Кольт 125, хай. Здорово, дружище, здорово. О, Кольт, здоров. Ну вот с ним общался тоже человек, видишь, как бы открытый человек, только что познакомились, там, да, пообщались неплохо. Прекрасно. это Приветствуем прекрасно. у тебя у нас здесь. Молодец. Нет, у что- драйвера на канале, но в описании загляни. Да, что зашел, молодец, пиши в чат там. Вот мы, короче, уже, в принципе, все проговорили, просмотрели. Да, по всем темам прошлись. Да, про всем темам прошлись. Бонус теперь того, то, что как бы Чеканок не знал, ну и много кто не знает. Один из этих скутеров, который уже... У меня еще осталось два проекта, как бы, да? И один из проектов, как бы, еще никто вообще не видел. Так, вот этот вот зелененький, вот он доедет, кадр. Ждем чуть-чуть. У нас же тут километровая задержка. Как бы, так, сейчас поменяю. Вот эти титры вообще прикольно ставишь. Вот, допустим, могу на польский сейчас поставлю. Будут польские субтитры. Кайф. Один уже как бы у нас засветился проект. Это был проект Peugeot Vivacity 50. Ого. Тоже 50 кубиков. Вот сейчас вот ты его на экране видишь теперь. Наконец задержка дошла до вас. Что она, все. Так, это, допустим, этот вот мопед. Я уже на нем тоже уже пару вещей поменял. Огонь. Сделал. Но еще надо с настройкой карбюратора разобраться и сцепление проверить.
А так я ему там поменял там колесо переднее новое, тормозные колодки, карбюратор новый, глушитель от ржавчины убрал. В принципе, он сейчас уже выглядит намного лучше, но у меня из-за других проектов времени не было, ну и работы много. И теперь как бы я сейчас 125-ку сдал, места стало чуть больше, я теперь займусь в следующий раз вот этим зеленым. То есть будет продолжение его скоро тоже, думаю. Ну как, скоро нет, по крайней мере я буду заниматься им дальше и, соответственно, может когда-нибудь что-нибудь еще запишу параллельно и выйдет. Ну про Rex 125-ку, что я вот карбюратор менял, тоже еще видос сделаю. Потому что он уже как бы ушел, теперь можно его выложить, ну, в принципе даже уже он. И проект, который еще никто вообще не видел. У меня есть один очень древний мопед. Как раньше называли их там в России такие Карпаты, там Дельта, я не знаю, знаешь, такие прям моки. Он заводится даже с Блин, у меня где-то фотография была. вот этой крышкой. А, вот. Сейчас я вам покажу. Я это ВКонтакте постил фотку давно, как я его купил только, в принципе. Сейчас я в камеру покажу прям его. 33 тысячи, он разваливался. Сейчас мне, конечно, дойдет вот эта вот загрузочка такая. У Мгм. меня потому что на компьютере сейчас, я не знаю, даже есть фотка, нет. Вот ВКонтакте. Сейчас пока. Карбюратор на новый. Еще телефон так подержу чуть-чуть. Имеется абсолютно новый карбюратор. Там прям даже написано под фоткой, даже подписал. Новый проект. Ну и вот потом, Это было давно уже, и Модель я с ним заводить. чуть-чуть повозился, и все это замерзло. так, в принципе, он еще на этом поехал, но у него Вот, проблема. Размораживай. Надо размораживать. Такие Да. проекты надо доставать, размораживать. Ну, я его оставил, я его... Что это? Вот этот мопед у меня Обалдеть. старенький. Он у тебя? Да, у меня в гараже он уже год стоит. Я им занимался дня 2-3, наверное, чуть-чуть его почистил. Вот эта штучка И, пластиковая, были первые модели. короче, получилось так, то, что ну, там пару вещей надо было найти, и их не так просто найти, потому что ему уже очень много лет. Но все-таки, поскольку это марка такая как бы местного производства, да, немецкого, Ага. и, соответственно, запчасти все-таки есть, но некоторые сложно достать, некоторые легко достать. Я его когда покупал, мне человек его дал с 2 новыми покрышками. Знаешь, что? Обалдеть, где он их нашел? Он их тоже купил, он их хотел делать. У него был проект, у него, короче, 2 мопеда было и Лада Нива. Он Ниву себе взял, потом пошел ребенок, и Нива, надо в Ниву деньги вкладывать. Он говорит, надо мопед продавать, мне деньги нужны для Нивы. А потом он и решил Ниву продать, потому что там ну, сложности были, он в деревне живет. Я к нему приезжаю домой за вот этим мопедом, а там Нива реально, да? в гараже. Такой, back in USSR. Да. Ну как бы, да, Нива там у него была реально, там надо было вложить пару тысяч евро и много времени, часов, но она бы поехала. И он мне потому что решил все-таки продать. И я именно вот этот мопед у него увидел. Они в хорошем состоянии стоят около штуки, а то и 1,5 евро, да? Если в рабочем состоянии все будет нормально. Но мне что он понравился, как бы, что у него история есть, он старый, а здесь у нас очень ретро, вот эту классику все уважают и любят. Да. То есть я его хочу поднять на ноги, и потом, соответственно, у него будет с каждым днем цена только расти, понимаешь смысл? Да. Да. Вот такое вот. Но как бы деньги вложения, чтобы деньги так быстро не пропали. Коллекционер. Ну, я, короче, самые первые мои права в Германии, это как раз были вот наподобие вот такого штучка и была, 25-ка. Это, получается, есть 25-ка, у него мотор только 50 кубиков, но он едет где-то 25-30. И вот этот модель, который я тебе показал, у него педали, у него коробка автомат. Это была... У него это педали, коробка, автомат. Да, у него, то есть, это Вау. один из первых здесь мопедов, вот таких именно на цепи, у которого автомат. И знаешь, сколько ему лет? Вот, давай, сколько ему лет, как ты скажешь? Ну, побольше, чем мне, я думаю, под 40. 51. Жестко. У меня от него есть документы, все полностью, да, то есть я еще купил к нему еще одну книжку, то есть у него будет история, все четко. Я вот чистил ему только диски чистил, я ему цепь чистил, ржавчину убирал. И Жикардос. фару ему купил, новую фару, прикинь, мопеду 50 лет, я ему купил новую фару, абсолютно новая фара есть. Вообще, ну это Я его супер. хочу сейчас его поставить на ноги, фару сделать, страховка мне будет стоить в 35 евро в год. Все, садись и педали крути и едь.
Садись на байк, крути педали. Да-да, мне надо в него еще, наверное, вложить, ну, я думаю, если повезет, так, может, евро в 50-60, а если не повезет, может, 150, это максимум. И тогда он уже реально должен поехать. Как бы, Обалдеть. и сейчас в данный момент я в него купил, вот фару купил за полтинник. Что я еще у него купил? Все, почистил его чуть-чуть. У него чувак в гараж заезжал, не вписался и сломал фару оригинальную, разбил стекло, вот это, и из-за этого мне пришлось новую фару Оу. покупать. А у него Оу. получается на фаре, как вот старых планет, если помнишь, планеты мотоцикл восхода, в фаре сверху как ключ вставляется, такое зажигание. Да, 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 И да, вот да, у да, него да. такая же проблема. И получается, он фару оторвал, провода вывалились, да, то есть провода, поскольку система не соединена, ты его завести как бы таковой толком не Не можешь. можешь, Искры да. нету, да. И у него к дополнению ко всему, у него бак, вот этот в раме прям, вот этот бак, я тебе потом как-нибудь на видео покажу. Я буду когда Мгм. видео про него записывать, я про него еще, к сожалению, вообще ничего не записывал. Сам расстроен, но скоро это все изменится. Ну, получается, у него- самое главное, что ты не забрасываешь, а делаешь. Ну, как бы Ну, вот как он стоит, время все, он нету, свое как бы я время его, ждет. да, я его так чуть подконсервировал, он не пропадет, но у меня время к нему вообще нету, потом мне пришлось переехать в гараж, с гаража в гараж мне пришлось в мае переехать. И он Коль пишет легенда, Да, я чуть не вижу пока. а он в Дискорде пишет. Так А пиши в надо на чат, стриме быть. пиши в Ютубе в чат сюда. Я Да? вот вижу, он Да. здесь вот в Дискорде сидит, напиши на Ютубе, пожалуйста, это намного будет приятнее всем. Да. Короче, да. получается такая вот штучка. Вот этот проект, он, про него говорю, он еще нигде не засвечен, в принципе. Кроме как ВКонтакте фотка у меня про него есть, можешь найти, если скучно будет. И там посмотреть нормально на компьютер фотографию. У него для 50 лет, а если точнее быть 51 год ему, у него состояние в принципе неплохое. Еще моторчик живой, не Компрессия есть, покойник. компрессия есть. И вот я педали крутил на нем, так тук-тук-тук-тук такой, знаешь, уже он как бы зажигание. Работает. Да, и у него, то есть, провода зажигания, если были соединены, я бы завел, уехал бы на нем, реально, да. Получилось так, что я купил, короче, бензина канистру, приехал в гараж, все, начал бензин заливать, такой, все круто залил, пытался завести Ага. его, не получилось. Я все бросил, поставил в гараж его, прихожу на следующий день, слава богу, я пришел на следующий день в гараж, бензином воняет до ужаса, а у него кранчик бензина прям в раму вкрученный, и там на резьбе вот эта прокладка медная, она все уже дала кони. Соответственно, весь бензин тупо начал вытекать. Вытекать, да, И да. вонища не такая дай была, бог. ты даже себе представить не можешь. Я, слава богу, что я курить бросил, а то бы нафиг ни гаража б не было, ни меня. Да, зашел бы так с сигареткой, знаешь, как Да, обычно. зашел бы Сигаретку покурить. зажрал и Да. пошел. Да, это как анекдот про газовика. Зашел покурить. Говорит, сейчас, говорит, закурю только и теперь только он букву И говорит, да. Так И что- все оборвалось. Да, так что вот такие дела. Я думаю, не знаю, в этом году я еще возьмусь за него, нет. Я хотел бы все-таки вот этот Peugeot зеленый сделать и не избавиться, а просто как бы его, чтобы он на ходу был, и вот тогда у меня не будет места в гараже хотя бы занимать, и тогда я могу спокойно заниматься вот этим вот, который постарше. Потому что Мгм. его я хочу сделать прям чтобы с любовью, как для себя. Я его пока еще планирую следующие 2-3 года минимум у себя оставить, как минимум. То есть Огонь. сейчас по времени он у меня уже год стоит. Я в июне с ним занимался несколько дней, почистил его чуть и все как бы оставил сидеть, потому что вот не было времени, потом началось в Кавасаки. Если лето начинается Кавасаки, то у тебя время все равно пропадает. Сейчас вот погода на улице у нас нелетная, как раз можно сидеть в гараже, что-то чинить, потому что сейчас на мото ездить как бы некомфортно и есть для этого Мгм. время. Мгм. Вне стрима. можно Коль будет пишет, заниматься. что у него также с бензином было. Да, я знаю. Мы общались с ним, он себе там приобрел мопед тоже, молодец. Тоже наш будущий байкер. Добро пожаловать в ряды. У него семья байкер, это вообще круто. Он историю про себя чуть рассказал. То, что, Огонь. представляете, когда мать и отец, прикинь, тебе тоже на байке ездят. Это же у тебя в крови это все получается. Ты будешь ездить? Вау. Ты должен, да. У меня отец, а у него оба. Это вообще кайф. У меня бы такое было, я бы уже, наверное, в памперсе б ездил на байке.
Так что... А может быть наоборот, кстати, быть, что вот не хочу на двухколесном, надоело. С детства меня таскали до этих двухколесных, а я вот в небо Возьмешь хочу. трехколесный Может быть, купишь, да? такой эффект. Трехколесный купишь. Трайк. Трехколесный, да, я вот на Да, трехколесном. да, есть же у нас специально, И есть, ногой у нас же отталкивался вообще специальные от земли. мотоциклы ездят, трайки. У них там для ног прям педали такие, все. То есть тебе там даже права не надо на мотоцикл, можешь права на машину брать и ехать на трайке, да? Да, обалдеть. То Просто есть он на педали. трайку просто, знаешь, неудобно, тебе надо место дофига, как гараж целый, да? То есть трайк, Да, да, он там занимает целый много места, парковочный у него сзади стоит мотор от Жука, от Volkswagen Жук, большой мотор. Глушители Фига. такие, глушители кверху, как у американских грузовиков, то есть и вперед, да? Да. Сейчас тебе. Чё, бля? Так, Спайдера взять, говорит, ты найс. а сейчас я Булочка. тебе пока не забыл, я тебе сейчас покажу его, и мы будем заканчивать, потому что мне надо Мгм. тоже уже идти, семья ждет. Мы сейчас пойдем до матери, пойдем в гости. О, Сейчас тебе тещ. покажу. Не, до матери, до моей матери. О. Тоже А не- я уже что-то проголодался, скажу честно. Проголодал. Не, ну это хорошо, сейчас как раз вот тут сейчас вот посидел, информации получил с горкой. Да, теперь сейчас будет- буду переваривать с Теперь, обедом. теперь будешь переваривать, не то слово. Сейчас я тебе покажу. И ты вот, я думаю, заценишь. Да. Потому что сколько, ну, намного приятнее человеку показывать такое что-нибудь с эмоциями, а тот, которые вообще не увлекаются, нет, они такие, ну, смотри, до сих пор еще его можешь купить. 32 тысячи, ну, офигеть. Чего? Сейчас покажу. Да, сейчас наша еще задержка популярная. Держите, Да, ждите еще вы- добросовестная. Вот она вообще э, никогда не отказывает. Дорогие дамы и господа, вам осталось еще ждать 17 секунд. Всего-то. Вообще Всего. пролетят как- А уже 15. Да. Подождите еще 10, и вы увидите то, что можно купить за большие деньги. До сих пор. еще. За большие деньги купить. Это хорошо. Это называется трайк. Ух, ё. Ух, ё. Видал? Да ладно. Это уже трайк, кстати, уже трехместный. То есть они двухместные в основном, а у этого сзади там даже Еще 2-3 места. друзей покатаю. Классная штучка. Ну и он тебе весь гараж занимает, реально, да? Слушай, ну он длинный, он как автомобиль. Да, он габаритами как авто. Только что у Он него из-за того, что ты на нем, там педали у тебя как на машине, то есть ты на нем можешь ездить, как будто у тебя этот, ну, права на машину. Тебе не надо права на мотоцикл в Германии на такую штуку. А, то есть у тебя есть право на тачку, берешь эту штуку и садишься и едешь. Да, да. Шикардос. У нас такие вещи, у нас, короче, покупают чуваки, их реставрируют, и они их отдают, как, знаешь, на прокат сдают их, типа. Мгм. Типа вы хотите попробовать. Типа, ну, Да, прокат, да. Да, Тема. Тема. Слушай, ну, Зарабатывают там. ну я не знаю на таком. Слушай, ну на нем будешь как орел, руки вот так, руки пошел, руки, Всяко блин, там, смотри, в там гору. такая телега такая, да. То есть Ё-моё! это уже- Слушай, это уже- реально это- телега, я реально уже телега. тебе Только новый- за место коня. Да, это я колес. тебе уже показывал новую штучку, да, у них там, допустим, есть вот такая вот, сейчас тебе покажу вообще. У них, то есть, я раньше думал, что за фигня такая, оказывается, их еще есть не один, как бы, как производитель есть, то есть несколько производителей, фирм-производителей, которые делают вот эти телеги, да. Мгм. Я раньше об этом никогда не задумывался, было, сейчас начинаешь смотреть, там, так, вау, и все, мы на тусовке куда-нибудь приезжаем, там стоят, там, допустим, да, такие, вау, тачка, вот эта вещь, да, а тут такой смотришь, такой, ого, и вот она такая, да, вот она здесь, как бы сейчас ты увидишь юбилейную модель уже переделанную, ты прям ахнешь, потому что я ее сам вижу, я просто балдею уже, да, потому что это, да, офигенная вещь такая, еще 15 секунд, подожди. Я уже понял. Я уже понял. Так, ля какой. Спидера Ля взять и какой. найс. Да, может быть и найс, а может быть и не найс. Сейчас увидишь. О, тоже. Смотри, Коль тоже в коробке. Ну. Как тебе заценить? О. О. А? О. А? О. Смотри сейчас следующее, братана. Ля какой, блю. Не, в смысле, вау. Нет, ну на самом деле это да, это, Вот эту, когда ты мощь видишь, вот Блин. это вот, да, я прям сам аж. это автомобиль. Да, то есть если бы у меня там если бы у меня прав на мотоцикл не было, 40 тысяч евро, пожалуйста, бери. За ракет он стоит, да? Да, а если в тенге умножить, это вообще жопа. Давай не будем.
Давай не будем, ладно. Хотя Давай давай не будем, будем о давай грустном. будем. Шейх, давай не будем о грустном. Тенге это не грустно, это валюта. Тенге это валюта, да. Ну, его такие Ну приключения. и вот такие приключения, говорит. Нет, слушай, ну здесь реально, здесь комфорт. Нет, вот мне Считай, как в автомобиле, да. да, ты на нем И сидишь, здесь как кабриолет-мотоцикл с мощностью мотоцикла. Да, у тебя кабриолет за место машины, ну как, да? Типа у тебя да, здесь как вот. кабриолет, Ты только на нем от вида сидишь мотоцикла. реально комфортно. Просто что крыши нету, у тебя там все, там мощь, Продувает, обдувает, мощь, еще ветер, как бы музыка, все дела, короче. вум-вум, да, да. И они Всё вот эти, вообще вот эти вот модели, вот эти новые, они реально такие выглядят уже более-менее шикардос. Прям я вот смотрю, шикарно вообще, это супер, просто очень, супер. очень. Я вот мне прям аж это. Есть, короче, кастомные штучки, это прям, да. Ну, а это как бы вот в данный момент, вот что я вот вижу, что вот у нас, допустим, вот есть, конечно, и для пенсионеров такие не очень, но вот эти вот кастомные, Со когда скидкой? Со скидкой? да, и, ну По такие сейчас, специальной у нас такие трехколесные, они сделали там, допустим, 50 кубиков пенсионерам, чтобы не ездили, у которых там боятся уже ездить на автомобиле, знаешь. Ну да. Покупает пенсионеры там 2000 евро, села трехколесная табуретка такая, да, и поехала. Обалдеть вообще. Вообще прикольно. Вот, короче, Все для людей. да, вот я тебе сейчас покажу вообще классную штучку, которая вот именно америкосовская, то есть у нее 8 котлов. 8 котлов. Да. Ну, я хотел как-то Босфос, в следующий раз стрим будет на днях, я тебе про Босфос больше расскажу, который ты тогда мне не верил, помнишь, про 8-цилиндровый мотоцикл, вот я тебе там покажу, то что, и вот сейчас ты увидишь трайку, у которого вот такой же стоит мотор, как на Босфосе, 8 котлов. Да ты чё, на трайке 8 котлов? Да, это же офигенно. Ты чё, да куда? Смотри, офигенно? только видишь, Как? на трайках у всех мотор сзади стоит за пассажирами, а здесь у тебя А здесь возле прям яиц вот. мотор стоит 8 котлов. Зато тепло. Да, зато тепло, зимой можно ездить. Я буду выбирать РТшку. Ну, по сути, не то чтобы выбирать из нескольких вариантов. У меня будет один вариант. Ну, вас собственно, они вот хоть поедем. боятся в России такие за рулем каждый день, да. У вас они хоть боятся. В России такие за рулем каждый день. Да-да-да, пенсионер, который едет. Ну, это Я потихонечку вот здесь вот по Не, ну у нас тоже обочине, как бы, по да, но людям, остановкам, по машинам, вот. Но потихонечку же. да-да, я ж как бы не это самое, да. Но я же вот по вам потихонечку проехался. Да, да, Ну да. что же вы так кричите? Всего-то на полтела наехал. И вот чем дальше смотришь, тем выше в гору, да, то есть я раньше там трайки я видел только там, допустим, 2-3 модели, а тут, короче, получается кастомных моделей, вариантов, прям как вот эти туристам, вон, посмотри, сейчас вот, я не знаю, сейчас вылезет, наверное, блин, задержка. Огонь, вообще огонь, это, конечно, да. Нет, то что, да, вот это 8 котлов-то, алло, тут есть, короче, у них там дом на колесах, прям они переделали. А американцы вообще, у них насчет этого фантазии прям выше крыш. Вот посмотри, сейчас тебя с домиком сзади. Телегу еще и дом взять прицепил, охренеть. Сзади, сейчас тебе Вообще. покажу. Алабама вообще обалдеешь. Я вот когда увидел его, я вот сам сейчас смотрю такой, что такое, вы что творите, черти. Сейчас смотри, будет, короче, мопед, и у него прям реально они сделали его полностью с дома эту штучку. То есть ты едешь на мото, и у тебя сразу этот дом на колесах. Вот внизу. Сейчас открою. Смотри сейчас и... Да ладно, у нас 3 часа перевалило, ребята, надо закругляться. Ты драйвер, давай оставим вот это вот на вкусное. Вот прям вот Смотри, вот, руби эту тему, смотри. тему эту прям обрубай сейчас и говори. Да. Как бы что, Ну ребята, вот, хотите продолжение? Продолжение следует. продолжение следует, мы сделаем. Продолжение, я вам обещаю, будет через 2 дня. Короче, что у нас получится? Если на обочине, это хорошо, обычно в центре дороги. Коль, ты Да, согласен, да, у нас это нормальное дело, это все норм. пенсионерчики, да. Да, ты в тук-тук-тук, Германию да. приедь, у нас сейчас на велосипедах ездят, не на мото, а на велосипедах на дороге. Вот это страшно становится, понимаешь? Это вот посмотри мои одни из первых видосов, и ты это увидишь. Да так недолго вы до этого, как его, коней-то транспорт, как он называется? Погонный или как погожный? Да. До такого скоро транспорта доберетесь, скоро какашки будете лошадиные убирать. Вы давайте там прекращайте. У вас как-то странно на дороге электромашина едет, сзади бензиновый едет, между ними едет велосипедист,
Вот, и а мотоциклист вообще где-то там на горизонте. Это Ужасно, как ужасно. бы Я понимаю, что страшно, но что поделаешь? Это не я придумал. это не ты придумал, да-да-да. Велосипеды даже зимой есть. Конечно, есть зимой велосипеды, так что неудивительно. Да, но Нет, я неудивительно, тоже понимаешь? видел, да, по Дело не Москве удивительно в ездят. велосипедах, дело в том, что они сейчас у нас разрешили им, узаконили это все дело. Они реально тупо ездят у тебя на дорогах под колесами тебя. На дорогах, да, прямо Да. на дороге. То есть у него нету никакой-то тропиночки там вот, ни У бордюр, них ни, есть прямо бордюры, у на них сбоку асфальте. есть. И они все равно терются теперь на дороге, на главной, на проезжей части. У них специально уже построили, им для велосипедов отдельно покрасили. Нет, они у тебя теперь под носом. Да, все Так как бы. что, И обгонять ты его не имеешь права. да. Так что И вот так, обгонять ты его, он как целенаправленный. да. Ну, есть там, допустим, если ты там 1,5 метра его при обгоне выдерживаешь, там, да, ты можешь его обогнать, там, как бы, Ну, типа, и все. все, да, Но вот это это все вот. Да. равно такая тема страшная, потому что я каждый Ну, раз при его обгоне, потоком ветра дунет, его издуло, как бы, да. Вот он-то едет вообще, как бы, вот, на ногах, считай, на своих, да. вот, ты смотри, чат, что А тут написал Кольт. техника. У нас от Москвы до Питера трассу для них строить хотят. У нас А уже пол Германии для них трасс настроили. Скоро до вас доберутся, подожди. Всё правильно. скоро в Германии чисто на велосипеде можно Я будет им сказал, блин, доехать раньше, тихонечко. раньше было в переносном смысле палки в колеса, теперь скоро будут в натуре им палки в колеса ставить уже. Ой, цинь, Да-да-да. цинь, цинь, Потом такой по смотришь такой, о, спортсмен, а почему спортсмен? А он только что сальто сделал, да? Да-да-да. Вот так оно и будет, короче. Так что, ребята, на следующей неделе, как у нас будет новый стрим, тогда я расскажу, думаю, про Босс все-таки. Мне самому эта тема нравится, мне уважение, кто на этих тачках ездит. Там очень Да, много это да, мощности. дьявольские аппараты. Да, у Босхоса у них там очень много веса, много мощности. И у человека, который ездит на таком мотоцикле, у него должно быть яйца, как у слона. Больше я больше не могу ничего добавить. У стального слона. Скорее всего, стального, Да, титанового какого-нибудь там, да. Так титаны, что, да, потому что, ну, так что что вот, я видел, это да. Так что отрыв башки. будем закругляться. Я заканчиваю с трансляцией. Мы сегодня выполнили все ожидания. Я сам в шоке. Я сейчас смотрю на время. У меня такой, чего? 3 часа. Я первый раз тут сидел, когда, блин, час транслировали, 2, сколько у нас первый стрим был. Мы только 45 минут настройки делали, да, сейчас я тоже сижу, у меня уже этот во рту все высохло. Так что, Всегда обязательно чаек должен быть на стриме. да, Чаек, чаек. водичка есть. Нет, мы последний раз мы кофейку делали, просто сейчас перед стримом мы позавтракали, и уже было кофе залито в меня. Ага. Но пока мы говорили, все выветрилось, походу. Ну, понятно, Так что это понятно. не страшно. Заходите, у нас, короче, ссылочки в описании. Там Чиканок, там есть Веном, есть Скетч Ниндзя, есть. Все, кто были сегодня с нами присутствовали на стриме. Всем большое спасибо. Заходите еще. Я постараюсь через сутки, через 1,5 суток максимум у нас будет новый видос на канале. Точно. Он уже почти готов. Он находится на последней стадии доработки, столько мелочи, доработки, и надо выпускать новый видос. Как только новый видос будет, и, соответственно, потом чуть попозже и трансляция в Дискорде, об этом я тоже напомню. Ну и, соответственно, следующий стрим будет Босс. Так что, Ну, а от себя, ребята, хочу сказать вам такое. Подписывайтесь на канал Драйвера, ставьте колокольчик, не пропускайте трансляции. Вот, трансляции все-таки интересные, потому что, ребята, развивайтесь, расширяйте свой кругозор. И вот всего вам хорошего, наилучшего, ребята. Ну и, как всегда, Драйвер скажет коронную свою фразу. продолжение следует. Продолжение следует, ребят. Всем пока-пока. Всем пока.